Chechen Democratic Party. On the path to independence, democracy, and the rights of Chechens. We are strong only together. The Chechen Democratic Party. On the path to independence, democracy, and the rights of Chechens. We are strong only together. Вот этот Дадин. Я что-то не в курсе про кого. Россиянин, вы? Россияне, там первый митинг, когда в 2011 году он выступал, и там начали срок давать, и назвали Дадинский срок, Дадинский. Его посадили тогда. Потом он вышел и в Украину пришел. В Украине он воевал или просто там как беженец находился? Воевал. Ну это уже реальная какая-то оппозиция, реальный какой-то русский патриот, по всей видимости. Потому что вот эти все остальные, которые здесь на Западе шастают всякие, они абсолютно просто болтуны, щукуш, натуральные болтуны. И либо болтуны, либо перекинутые сюда на Запад, те же самые там. Это специально перекинутые, и наши там бардачи, и эти русские правозащитники. Вы смотрели вот последние на днях вот это видео, где Яшкин опять из пехотинца русского, русский пехотинец Кадыров, который полностью в страхе вот так вот живет, который там, вот у него есть интервью, где он пытаются из него какую-то фигуру сделать, и он постоянно оправдывается, да? Какой конфликт там, Кадыров что-то не поделил, мне достаточно один звонок сделать, и я все сразу в кусты. Там перед Путиным, когда где-то отчет делает, с этого листка там читает, который ему написали там, вот его взял, прочел. Даже вот этот Мартынов, который там крутился, даже он его отчитывал. Кадырова, есть свидетели. Вот из этого своего пушечного мяса, своего полностью и душой, и телом, принадлежащему русским, и своего вот этого пехотинца, Яшкин, перекинутый сюда, в Европу, Яшкин, заметьте, которого обменяли на ФСБшника, убийцу чеченца, то есть чеченцев, кем является Яшин, является чеченофобом, чечено-ненавистником, его меняют на убийцу чеченца, ФСБшника.
вот этого Красикова, и перекидывают таким образом сюда, в Европу. И вот этот Яшин, чечено-ненавистник, чеченофоб, он потом сидит и пытается раздуть из Кадырова, сделать какую-то фигуру, персону. И еще аккуратно это все обобщает, да, что вот чеченцы, и эта банда, чеченцы, они банда, и вот это вот их во главе главарь Кадыров. Они типа победили Россию, и Россия сейчас платит там репарации, всех генералов, военных Кадыров приструнил. Кадыров, который трясется даже перед Мартыновым. Мартынов, хуй, который вот этот там постоянно крутился перед камерами, такой с маленькой бородкой. Сейчас его, видимо, в другое место там направили куда-то. Вот этот, который даже его куратор, там его постоянно вот так вот может приструнить, мог и держал его как бы под своим, скажем так, командованием, да, полностью отчитывая. Вот он даже ему не может там перечить, что-то сказать. Из вот этого Кадырова Яшин делает персону, которую даже Путин, видите ли, боится, вся Россия боится. И таким образом самый бесправный чеченский народ во всем мире, один из самых, если там Северная Корея сравнивать, это подспорно, кто еще бесправный. И вот этот вот чеченский народ, который и здесь, в Европе, вот эти расстреливают нас здесь всякие Красиковы, на которых Яшина обменяли. Он же прекрасно знает, на кого его обменяли. На того, кто расстрелял чеченца, который был неугоден русским, и которого расстреляли его русские собратья Красиковы, вот эти, они расстреляли здесь, в Европе. То есть даже здесь, везде, на Западе нас преследует этот русский мир и затыкает нам морду, то есть показывает показательные вот такие террористические точечные акты совершает. Это чисто террористический акт. Если кто не знает, террор – это именно из той области, это сама как бы вот эта система запугивания, она и называется террор на переводе. И вот этим террором они занимаются, и затерроризированные, загеноциденные вот эти чеченцы, они, Яшкин хочет нас преподнести здесь лапшоедам на Западе, которые лапшу они на уши здесь вешают, и им показывают, что есть какой-то Кадыров и чеченцы, которые якобы там приструнили русских, у них какие-то репарации берут. Чеченцы, которых за то, что он там где-то не туда плюнул, там нарушил правила движения, мобилизируют под этим видом мобилизации, там, под видом, что провинился тот же Кадыров, сам сидит и выполняя полностью приказы Яшкиных, Пашкиных, Пупкиных, Мупкиных, всех вот этих вот, даже рядового какого-то русского бича. Выполняя их приказы, сидит и говорит, если в вашем населенном пункте где-то есть те, кто там, я не знаю, занимается какими-то там, ну, хулиганством даже, их всех приводить и закидывать в Украину. Пусть, короче, там типа учатся. То есть вот настолько задавлены, короче, загеноциденный, я не знаю, запуганный, затерроризированный чеченский народ, вот в каком положении он находится, Яшкин пытается это полностью перевернуть все с ног на голову и преподнести, сделать какую-то персону из этой кадышки и сделать себя каким-то, вообще свою русню, показать, что они жертвы, понимаете ли. Вот кадышки и кадышка это чеченский он. Вот чеченцы вот такие. Вот это полностью до того подлая, наглая, лицемерная, по-русски чисто русская ложь. Она, я не знаю, просто из всех вот этих рамок выливается там за все пределы, за все, короче, нормы там, и уже через верх.
со всех щелей, со всех дыр прет. Вот что происходит. И это не один Яшкин, этих Яшкиных, Пашкиных, всяких здесь по Европе, по напичканных. Они вот этим делом все занимаются здесь. Вот эти хорошие русские имперцы. Вот такие вот дела. Предлагаю хорошим имперцам хорошие гробы и плохим имперцам плохие гробы. Кстати, ты смотрел Тесла? Ну, их гробы, их, я не знаю, для них гробы сами, я не знаю, кто им должен эти гробы делать. Ну, вот это вот видео ты не смотрел, да? Который Яшкин там. Какой я нет, с Яшиным я не смогу. Мне он противен, я не могу, органически не перевариваю его рожу. Но Валейкум салам. Да его улыбка такая слащавая, неприятная. да, Temi да, utan ну, saa повестке. тем из их просто ногче буй. Вот то, что с нами пытаются, как бы то, что нам аукнется, да? Вот то, что сейчас происходит в Европе, на Западе, и то, как чеченцы среди нас, которые войну Кабал-Нохчи, насколько они подыгрывают вот этой вот деятельности в будущем, то, что намечается еще хуже, вот эта вся программа, вот этих всех хороших русских имперцев, плохих русских имперцев, разных голубых, зеленых, коричневых, любых цветов. Вот эти русские имперцы, которые относятся одинаково с ненавистью, являются чеченофобами. Вот то, чем они занимаются, и то, что нам вот это аукнется должно. И вот эти вот из нашей среды люди, которые подыгрывают всему вот этому, вот из тем русские, руснявые имперцы и ублюдки, которые из-за там банана, который им дают, или какое-то там 30 серебряников им показали, или, я не знаю, какие-то фокусы им показали, какая-то идеология, там бусы какие-то показали, что-то вот такое им показали, и они из-за этого повелись и подыгрывают против чеченского народа, вот этим вот ублюдкам. Сермак, а у тебя что-то ты хотел интересное, да? Да Какую-то не, я тему? хотел узнать, Ну вот сейчас тоже Алаудинов, вот этот подрусский пехотинец, который возглавляет войско Иисуса, алейхиссалям, абсолютно русский, имеется в виду их человек русских, у которого 20 человек погибло за русских, 20 человек, цитирую Алаудинова, 20 человек из рода близких, из числа мужчин, которые сражались, там, состояли в военных каких-то отрядах, ну или из-за этого вот так вот пострадали, как бы против, ведя вот это вот, помогая как бы русским против чеченцев, то есть осадить чеченцев, их сделать внутренним делом русни. Вот этот Алаудинов теперь сидит, и его заставляют тоже выговаривать, что якобы в первой русско-чеченской войне виновата была Россия, не чеченский народ. То есть 20 человек Алаудинова погибли
зная, что виновата Россия, а не чеченский народ, погибли за эту Россию, когда вели войну против чеченцев. И вот это вот голова Алаудинова, это вдруг теперь озвучивает вот такое вот вообще противоречие полное. Вот для чего это, сами подумайте. То есть это такая, создают картинку, что мы вот чеченцы, мы все вместе. Алаудинов за чеченцев заступается, оказывается. Алаудинов, 20 мужчин, из рода которого погибли за русню против чеченцев. Просто задумайтесь вот над этим. К чему это? И это все, ну, как бы происходит цепочкой. То есть где-то Яшин об этом выступает, здесь задействован Алаудинов, здесь эти Золкины, Шмолкины, Пупкины, Мупкины, всякие Карпенки, Попкины. И вот так вот со всех дыр, со всех утюгов и чайников, как говорится, полностью льют вот эти помои и закладывают очередной там какой-то сюрприз для нас. Это, по-моему, готовят его там как в пику Кадырову, типа Вуальдац, очередная из башен Кремля там, хочет его там выдвигать. Заменять Кадырова, мне кажется, чтобы его там поддержали. Типа он сейчас, Алх был такой, а сейчас он стал, 20 членов его семьи там погибли, а здесь он за чеченцев теперь, типа, выступает, я шел Сандац. Хотя там он за чеченцев не выступает, просто его, видать, довели. Этот блогер его довел до горячки, видать, он уже начал лупить. Но как они выставили это в общий просмотр, да, я не знаю, там прямой было, что ли. Ну, видишь, Леху, я не думаю, что у него такая работа, что его доводили там или приводили, чтобы его куда-то. То есть это не какой-то российский военный офицер, да, который может какое-то инакомыслие высказать. Здесь дело, речь идет о вот этих пехотинцах, да. Если Мартынин какой-то вообще, я не знаю, офицер он или кто, вообще там перед камерой просто крутится какая-то мелкая сошка, она может отчитывать Кадырова, то вот этого Алаудинова там просто кто его может еще намного рангом меньше, любой русский бич, как вот я выражался, может его тоже отчитать. То есть абсолютно он, вы что, не помните, когда он где-то не так там высказался, пикнул, его в этот свой Мартанчу или Урус Мартан, откуда он там, его туда посадили, и он где-то в самоизоляции такой находился. И оттуда признавался в любви пути Ахмаду, вот этому пути Ахмаду Хаджи. Так, сегодня это говорящая голова, вместо доселе было там Шевченко, всякие Леонтьев, вот этот Проханов, джихадисты, восточные воины. Теперь вдруг они исчезают с экранов русского ТВ, и говорящая голова становится вот этот в самоизоляции, находящийся доселе. Его оттуда вытащили из своей вот этой норы, из Мартанчу или Мартан, где он там сидел, это, прятался. Оттуда вытащили, посадили его в телевизор, и вот эта голова там сидит
передает все русские мысли, озвучивает в сторону украинцев. Просто вот сам просто подумай, человек сам, который говорит полностью, пытается объяснить свою биографию, разъясняя свою биографию, заявляет, что 20 человек у него погибли за Россию, близких его из мужского там, рода вот этого, из их рода 20 человек мужского пола погибли, защищая Русню. А тут он сидит и говорит, это Россия виновата в Первой русско-чеченской войне. То есть это же полное противоречие. Они, значит, на стороне виноватой Русни, 20 человек из его рода там вышли, воевали за Русню. То есть полное противоречие. Есть вообще дичь. Это говорит о том, что у него такие сейчас там как бы поступила директива Олесона. То есть сейчас там вот так вот такой вот такая риторика задается. И полностью 20 человек противоречит. из его рода служило бы. 20 человек, и у него вот недавно интервью, можешь поискать в интернете, где он сам говорит, что 20 человек из его близких, там двоюродных братьев, там дядей, племянников, 20 человек из его рода погибло, защищая Российскую Федерацию. Бог колеш хвилил дуйте отцов усека поставили начальники Гергана лешт я. Позаду бомжиш, бичиш, менее именитый родственники боч беш. Это макул. Может, он просто привирает, типа говорит, вот мы и так же сражаетесь, поэтому рядовые чеченцы, Ну, видите, ну, вы ты нет. можешь помониторить, насколько есть информация, да, теперь хилладо даже, и садику это тигер хаюахшбеш там, их, я не знаю, это конкретно его родственники были там. Но по всей видимости, его родственники тоже участвовали. Ушалуич, Ресташин, Далуш, они как бы у них полностью вся вот эта их семья, они все постоянно за Россию, то есть за Россию мать. И после этого, после того, как он нас ознакомил со своей вот этой семейной их историей, да, трагической, с гибелью 20 вот этих, тут он теперь вдруг спустя небольшое время сидит и говорит, что Россия была виновата в русско-чеченской войне. Ибраим, маршал Дума Сарга. Можешь, я просто не успел, чуть-чуть опоздал. Можешь повторить, о чьих родственниках идет речь? Апти Алаудинов, в простонародье его называют «желтые штаны». Он давал В интервью. лаптях. Ну, или по-украински лапти Алаудина. Нет, желтые штаны в лаптях, можно сказать лучше. Ну, кому как удобнее. Вот он дает интервью недавно, это можете погуглить, я если найду ссылку скину, где он полностью разъясняет русскому зрителю, что 20 человек из его близких мужского населения погибли, защищая Русь-матушку. Вот сегодня раскидывают видео на Гуэллера. ده شو oppoziție يورشان يا ذا يورشان تو مرتن كان تعبان تعلاقي تأخذ قدوس مرتنا سيجا وينو بوش إذا تنداوت ما إذا تندايرن يقول بيجا وتلاقي ده دي في زوايا مسؤول ولا
Да, а теперь он вдруг говорит, что дает интервью там и говорит, что русские, как бы Россия была виновата, чеченский народ не был виноват в этой войне. То есть он полностью себе противоречит. Исходя из этого, судя по вот этой всей акции всех хороших русских, которые пытаются перекинуть всю ответственность сейчас на чеченцев в ходе вот этих своих террористических атак на Украину, там, на других. Судя по всему вот этому и вот это разговор, то есть интервью вот этого Лаудинова, желтые штаны, коричневые, не знаю, какие они. Судя по вот этому, что происходит, можно сделать вывод, что его теперь посадили туда, чтобы говорить, чтобы высказывать, и якобы он вот тоже на стороне чеченцев, чеченского народа, видите ли, Алаудинов. И вот мы все чеченцы, мы вместе как. То есть вот это русский терроризм в Украине там и так далее, и вообще деятельность русского пехотинца Кадырова, террористическая деятельность, это как будто бы чеченский народ вот за этим всем стоит, он как бы единый монолит, мы вот все вместе, видите ли, и Алаудинов с нами. И вот мы мучаем и русских, и украинцев, и всех во всем мире. И это А делаем. Шумбо, это месяца два назад в Зурдукете появился, он там в отпуске типа был, он ездил, Цигулан Ерша встречался с Алаудиновым, он там Мариуполя. И восхвалять те шорки, сери уже бош. Одесса есть, ези хаят, ези ой боша. Ну этого он там все подымал там. Ой генерал, будет сука. Тоже ерца утига, вала, вайца, вала, поддержать. Ези бош. Ну такую кругу гнала. Сунде бареса. Цеву там дали, тут дали ему там. По инструкции лишь, из Зурдукети. Методичку дали ему там. Я вообще вот кто-нибудь может объяснить, как в эту систему, вот эту концепцию, вот эту формулу входит Одесса? Ну, в смысле, с точки зрения чеченского народа. Он ни разу не объяснил это. Я хотел бы это услышать от него. Кузавола. А она вообще Одесса и Одесса вообще я не понял вообще там. Никак я Ребят, связать не могу эту тему. Тесла, может, скажет, я не знаю. Негасан Зурдукети, в чем там это, замануха. Дело в том, что вот этот Зурдукети, он пропонент вот этой, и, видимо, она там гуляет, нарратив Юпитер, что если приблизиться сильно к Путину и руководству Русни, там, занять какие-то посты, лобби какой-то, как у осетин там, или армян, или грузин, создать мощнее и приблизиться к этому престолу, то можно свои чеченские какие-то дела делать. Но условием для этого это как бы захват Украины. Типа если Ахмад Сила поможет захватить, а самое любимое, вернее, самое, чего Путину просто жаждет захватить, это как раз-таки Одесса. То есть Киев уже не получится, понятно, но хотя бы Одесса. Цундела, если Ахмад Сила или при помощи Ахмад Силы или еще как-то под руководством Лапти Алаудинова удастся захватить Одессу, то Путин настолько пораздобреет, прям настолько поделится властью, что можно будет за такую мини-чеченскую, подрусскую территорию увеличить. Это как бы голубая мечта, довольно искренняя, скажем так, этого Зурдукети. То есть Цугуман как бы, то есть мы вам Одессу, вы нам эти чеченские земли там и все такое. Обмен. Но понятное дело, что это невозможный обмен, и до них уже это дошло, потому что Одесса хаях куряти Зурдукети яхтына уже, видимо, доходило долго, 2 года, но дошло. Я с тобой не соглашусь насчет искренности.
что он чеченские земли больше искренне дючваться. У меня просто альтернативное мнение. Если бы он искренне был бы за подрусскую, чеченскую какую-то мощную, автономную республику, либо что он там, или как он, империю ее называет, подрусскую. Если бы он был бы за вот это, да, и действительно как бы жаждал быть чтобы под русским, вот так вот мы находились под русскими, и чтобы мы были там мощными под русскими пехотинцами, он бы не сидел бы в России. То есть, раз ему вот это вот нравится, да, подрусскость, находиться, быть их пехотинцами, быть у них, короче, самыми лучшими псами, как бы самыми дорогими. Ибрагим, ты коверкаешь. Ему не нравится это. Ему это не нравится. Дело не в этом. Он как бы и земли хальчан, все остальное он как бы считает второстепенным. Из Мадуи, если бы он действительно за это бы болел бы, он в Русню бы не соскочил бы и там бы не сидел бы. Почему? Как раз план и стоит в захвате влияния в Русни. Не, он как бы, если, смотри, ты, вот, например, русский, не ты, какой-то человек, он русский, ему нравится Путин, он любит Россию, но при этом он уезжает куда-то в Германию и начинает любить эту Россию дистанционно, голосовать за Путина. Ему не нравится, но ему не нравится Россия дистанционно. В составе Руси под-русски. В России жить же ему легко, там нету этого полностью за глотку, не берут тебя там. Если ты где-то правила нарушил, тебя сразу не мобилизируют. Все отменяет плана. Многие русские любят на расстоянии Россию. Как раз. Но он там в составе находится на расстоянии, молодцы. У них усиливается вот эта болезнь, у них наступает. Уехать свободно в Европу. Там они начинают болеть русней. Соболеешь, идешь, да, там, болеть, не болеть. По-моему, мы уходим от ключевой темы, обсуждая... Пускай выяснит. Почему так важно захватить Одессу для чеченцев? С точки зрения Джорджикетии. Тесла тебе сказал это. Если ты по-другому хочешь, возьми, свяжись с Джорджикети, и он тебе расскажет, почему. Свобода. Может, у него тоже свое видение какое-то, у Альберта же есть. Вообще никакого видения нет. Просто интересно, почему тут Одесса вообще? У нас есть другие проблемы глобальные. Я скажу по-другому. Например, Джорджикети там где-то по группам ошивается и четко знает, в каком концлагере он живет. И что нет войны Украины там туда-сюда. Вот такие лозунги, они сразу его могут поставить тоже в положение, где он завтра сам с оружием в руках окажется в войске Иисуса, алейхиссалям. Поэтому ему приходится выговаривать вот эти лозунги за одесские. То есть это в целях личной собственной безопасности, но при всем при этом он это говорит в массы, он не учитывает, либо ему по барабану, либо он просто не учитывает того, что его вот эти призывы, они полностью вредят чеченскому народу. И если внешний какой-то зритель это будет слушать, он не поймет, что Джорджикети там сидит, почти на бутылке, ладно. Ибрем, можно я свое видение попробую объяснить вам? Если мыслить, скажем, мозгами военных, когда происходит крупная операция,
военные, например, задумали огромную операцию. Для этого что надо? Сначала, как бы по законам военных, происходит диверсия, или, скажем, мелкие диверсии. Для чего это делается? Чтобы как внимание врага отвлечь от основной задачи. Вот. То же самое, если перевести вот на нашу тему, Абдиалаудинов – это вот такое диверсия в информационном поле на фоне того, что сегодня происходит на украинской территории. Абдиалаудинов занимается диверсиями, отвлекает внимание врага от крупной операции. Видишь, к чему я это все веду? То есть все вот такие заявления, что он пришел к какому-то начальнику уголовного РВД, спросил: Ахмат, вам приносит какие-то проблемы? Смотрите, как в мозг обывателя закладывается мысль Ахмат, что это чеченцы. Ахмат – это чеченцы, все знают. Простой человек знает, что Ахмат – это чеченцы. Он говорит: Ахмат, приносит вам проблемы? Тот говорит: нет, у нас с ахматовцем нет проблем, но 187 преступлений от российских этих военных. Вот диверсия. Информационное поле начинает обсуждать 187 преступления, как бы названо, российских военных. Это преподносит этот предмет диверсии Абдиалаудинов, это начинают все обсуждать. И Абдиалаудинов, в свою очередь, от себя уже занимается мелкими диверсиями, говоря, например, что мои там родные погибли, там 20 человек, что чеченцы ни во в чем не виноваты. Вся это ведет к тому, что сказать, что вот перенести вот все внимание на чеченцев. Ты видишь, вот такими нарративами, что чеченцы не виноваты, что у меня воевали против этих 20 своих родственников положили якобы. И на фоне сегодня, еще пример, северокорейцы сегодня в России. Никто же не скажет, что северокорейцы это россияне. Никто не скажет. Но мы сегодня наравне с северокорейцами стали. Чеченская национальность имеется в виду. Северокорейцы, Ахмат чеченцы, ну и Россия тут в придачу чеченцы, Россия, которая сегодня в информационном поле, никто не говорит, вы не заметили? А русских, что русские напали на Украину, об этом почти никто не говорит. Все знают задним числом, что да, это Россия якобы большая, но акценты внимания делаются на Абдиалаудинова, чеченского происхождения, то есть переводится на чеченцев. На северокорейцев, которые якобы приехали, 12 тысяч, да, азмабалок, всю Украину сейчас захватит. И Яшин, который в Европе занимается этими диверсиями, что русские не виноваты. Это Путин, это Ахмат Кадыров. Это все общим, взять общий знаменатель, это занимается, диверсией называется. Но основная задача, цель основной крупной операции Путина – это захватить Украину, украинские территории. А он это и делает. И вот то, что мы сейчас занимаемся, что обсуждаем там, нужно ли чеченцам Одесса, не нужно. В нашем обществе вот тут находится тоже свой диверсант, который нам вбрасывает нарративы, там, Одесса нужна, это. А мы как бы тоже ведемся, то есть мы, тот самый враг, если взять, к примеру, у нас произвели диверсию, наше внимание отвлекло на эту диверсию, якобы об Одессе. Мы повелись на эту диверсию, видишь? Я это так вижу. Веришь, Барков? Тойзан, ты чуть-чуть не понял, что здесь о чем? Просто речь шла вот этом подружском чиновнике Лаудинове, а потом Альберт параллельно поднял тему вот этом тему пользователя Дзульджукети, который тут. Мы не должны обсуждать, зачем, нужно ли нам, или зачем нам Одесса. Мы должны обсуждать то, что зачем. То есть вопрос неправильно поставлен. Вместо того, что ставить вопрос, нужна ли нам эта Одесса, мы должны ставить вопрос, а зачем в нашем информационном поле этот господин Дзульджукети сбрасывает такой нарратив. Вот что мы должны обсуждать. Обсуждая, нужна ли нам эта Одесса, мы ведемся на эту диверсию. И ты что? Поэтому я отвечаю
Зачем он это делает? Этот человек находится в концлагере русском. И, возможно, по работе здесь он находится в этих чатах. И время от времени, как бы, он туда посылает сигналы, я свой, чтобы его там на бутылку еще глубже не посадили и куда-нибудь в украинский окоп не закинули под дроны. Ему нужно время от времени говорить, что я свой. Другими словами, там, надо взять Одессу и так далее. Но при всем при этом он не учитывает того, что, пытаясь свое там, мягкое место, грубо говоря, спасти, он вот этими высказываниями публичными, он создает как раз вот эту картинку хороших русских ублюдков, всяких Алаудиновых, что чеченцы какую-то Одесса им на бутылках сидящие чеченцы вдруг Одессу захотели. Да, Вот да, это. я согласен, Тинца Эльчинс. Надо его попросить поменять на мы заберем Суджу Эль. Это как бы тоже сигнал, и при этом он как бы украинцев не сильно задевает. Мы заберем Суджу, да, есть. Да, да, Нет, что-то такое. Тесла, я так и не понял. В смысле, ладно, короче, пусть он говорит, что хочет. Ну, ясно. Почему Одесса? Почему Одесса? Почему именно не Нью-Йорк, не Какая Лос-Анджелес? разница, Альберт, Одесса была. Ну, сказал он Одесса, может, ему Одесса нравится, это его субъективное вот такое мнение. Хочется ему это Одесса. Вместо Одессы мог быть другой город Украины, например. Там сакральный смысл, Одесса, русский город, там все дела. Да. Эта территория имеет... Это выход на Черное море. Это выход на Черное море. После Киева Путину то, что даже больше, чем Киев, ему хотелось взять Одессу. Путину. То есть это тогда давайте взять... Одесса, сразу Крым забрали бы. Мы же не говорим, что там возьмут, не возьмут. Мы говорим, почему он этот нарратив распространял, что вы обсуждаете, короче, почему он именно... Да, И Зурзакет это просто ретранслировал то, что там ходит. То есть в этих кругах подрусских ходит, короче. Типа мы Путину Одессу, а он нам это больше власти на Кавказе, там укрупнение регионов, там уже не халиф Чечни будет, а халиф, например, не за Северного Кавказа. Тесла, я попытался объяснить, по-моему, у меня это не получилось. Это всего лишь диверсия со стороны российских войск, чтобы отвлечь внимание основного врага в лице Украины, в лице мирового сообщества. И все сегодня мы на украинском поле все обсуждают Алаудинова, чеченцев, северокорейцев, но главного своего врага, о нем никто у них там не говорит. Вот где происходит диверсия со стороны русских. Если проследить хронологию всей истории русской этой империи, у них то Ленин еврей был, понимаете? Тут идет нарратив Яшина, русский не виноваты был. Ленин еврей, Сталин грузин, или я не знаю, его Берия тоже был не русский. То есть, если проследить хронологию, у них всегда был не русский. И получается, русский народ не виноват, он под оккупацией тоже. Видишь, они просто свою давнюю традицию преследуют. Совершенно верно. Тойзан, а не может ли быть такого, что просто Дзурдукети это шизофреник, шизоид, который свои шизофренические идеи распространяет? Объясни, да, что как раз. То есть Ахдуйчик это как бы глобальный нарратив, а мы тут из Урзукети, он в кругах удалил, что бог, их он цыган, их он дюч, то есть это совсем другая как бы вещь. Ты-то прав в том, что ты говоришь, но про Одессу, почему Урзукети упоминал Одессу, Хуачуар и Альберт, и мы пытались это разъяснить, не о том, что ты говоришь. Смотри, вот еще раз повторяю. Мы не знаем, кто он, что он. И вообще, короче, как бы это не имеет значения, кто он. Прозвучала, короче, от любого человека, от любого искусственного интеллекта фраза. Фраза прозвучала,
Одесса, короче, каким-то образом важна для чеченцев. Вот это я хочу обсудить. Не Дуркетию, там, еще кого-то, еще кого-то, еще кого-то. Есть смысл, есть всегда. И поэтому его как бы из этого уравнения не выкинешь. А так российский нарратив то есть описать в глобальном смысле. А вот именно Дзурдакетис Бог, это, видимо, в этом подрусском слое идет вот эта штука. Видимо, Заманухов тоже ГБшная им, наверное, что типа, короче, поможете Украину победить, больше власти получите, бо штальшца. Хильчинах терду тягаться какое-то это. На этом уровне ГБшный обман обычный. Ну, если с другой стороны, да, как бы проанализировать эту тему, то кто там вообще спрашивает у кого-то, помогут они, не помогут, то есть просто за шкирку любого берут, и там, видимо, провинился, если человек там прохулиганил где-то или какие-то правила дорожного движения нарушил, их уже туда закидывают. Просто, видимо, вот это мотивация, там, для придачи какой-то мотивации, для чего, там же понятно, что никто не хочет за путинский унитаз идти и гибнуть. Вот они все всяческими методами как-то пытаются это мотивировать, да, там, войско Иисуса, Поощрение раба, Ибраим, поощрение раба никто не отменял. Царь и Ахмаба, ну, да. приказы, не приказы, никто не сомневается. Там же идет какой-то хороший раб, плохой раб, но недостаточно, короче, прыгаешь высоко до моды в любом случае. Да, не испуг, не испуг. Да, еще вот тема, сакральная тема, 12 тысяч северокорейских маджахетов, тоже, которая сейчас актуальна. Смотри, войско Иисуса, алейхиссалям, 12 тысяч северокорейских маджахетов, так совпало, да, с 12 тысячами маджахетов, которые весь мир победят. По преданиям. Муцураев даже песню про это пел. Бре, а знаешь, сам вот, мой такой, ну скажем, нонсенс. Нонсенс, вот такой для... Я вот сегодня считаю, что Северная Корея это просто рай для мусульманина. Хотите узнать почему? Что Северная Корея это просто все мусульмане, я так думаю, должны уехать в Северную Корею. Там нет никакой демократии. Представляете себе, который так ненавидит мусульмане? Там нет никакой ЛГБТ, который все мусульмане так боятся. Видишь, что? Я считаю, что живи в Северной Корее, это просто рай для тебя. Согласен. По-видимому, когда консультировались, спросили у подрусских, сколько нужно муджахедов, чтобы взять Аляску. И тот сказал 12 тысяч, короче. Поэтому, видимо, корейцев 12 тысяч. Такая саркальная цифра, бая. Есть Северная Корея. Не, я по чуть-чуть поковырялся. Там, оказывается, действительно есть хадис, и там фигурирует цифра 12 тысяч. Ну, насколько он достоверный, это уже надо антитеррору, там, солявку к ним обращаться. У меня один вопрос. Я как-то прослушал эфир антитеррора, и там был спор с одним юношей. Там также Тесла участвовал, там дискуссия была по поводу сотворения Вселенной, различные научные теории, термодинамика, прочее, десятое озвучивалось, и там антитеррор утверждал, что какой-то чеченец создал вечный двигатель, а про это хотел бы узнать. Ну, Слышал это когда-то? не по теме, ты знаешь, как-то сейчас. Да, я понимаю, не по теме. Зайди спросить Гармона. По-моему, там идет эфир. Да, если хочешь, после этого эфира там Тесла тоже туда вместе сходим и уже обсудим это дело. Ну, хотя здесь тоже можно это обсудить, просто сейчас тема у нас более такая актуальная, скажем так, да? Сегодня
с первых дней, когда они решили напасть на Украину, они все просчитали. Совершаем диверсии, отвлекаем все народы, национальности, государства вот на такие диверсии. А какая диверсия может быть? Тогда самое элементарное чеченцы, они у нас всегда были под рукой, мы их всегда использовали в своих целях. И будем всегда использовать, пока есть политическая религия, ислам, в которой в догмах, идеологии есть политика и религия. Это равно Бог. Бог хочет использовать Бешбу в лице нашего народа. И все о нас уже говорят. Босс, я сегодня рекомендую просто уехать в Северную Корею. Там нет ни демократии, там нет ни ЛГБТ, там нет ни плюрализма, там нет, которого вы так боитесь. Секуляризма тоже там нету, кстати, ребята. Он рай мы на земле, и мир есть у вас свой. Живи и подчиняйся. Какой еще? Коран, Суна, да, Нет, там одна единственная проблема. Да, эмир, он должен шахадат, да, есть от своего милу из Ким Чен Ын Нуат, Ким Чен Мун Нуи, что шахадат, да, будет, короче, на это будет ссылаться, я еще сейчас подчеркну, любой будулак, потому что ты вообще-то всех туда, ну ладно, это твое мнение. Пропагандисты туда не поедут, по-любому. Им в Европе лучше. Да, но ведь Афганистан уже шахадат дали, мула амар минуте стига, мол эсел 2 минуте халпуэлет. Уже шахадат дали, шахадат дахватин долша, тига цабош бол, Северная Корея. Ой, свой дауга термоуце, шашти цабош. Вот смело буду. Так, Афганистане. У нас всегда найдется предложение, куда уехать. Освобождать у правительства Ичкерии есть представительство в этом, в Северной Корее? Нету, в Афганистане должно быть. Создадим. Альберт, создадим. Та проблема. Сколько у нас истинных мусульманов по Европе шастаются, не знают, куда себя деть, живут в этом тагуте, мучаются. Любой согласится быть представителем Северной Кореи. Просто предложи людям, они же уедут. Туда, куда хотят. Они же... Это надо предложить коммунистам-мусульман буквой, которые и коммунистами были, и почему-то сейчас очень мощными мусульманами прикидываются. Вот их можно как раз отправить туда, короче. Кстати, опытный, он имеет за спиной очень такой опыт работы в этом плане. Всю жизнь почти работали. Хорошая кандидатура. Коробушор. Было бы место, человека мы найдем всегда. Это место пусто не бывает, босс. А он вас. Ким Чен или Гутихуйцеревой, Халид Ин Хлы, или как скажем? Это трудный вопрос, нужно подумать. Освобождение, допустим, Путин, Иман Чувен, уже к этому все идет, халиф. А как воспримет Ким Чен Ын, вот это, как воспримет трансформацию вот эту? Лишние идиоты ему не помешают. Это их идеология Чукче в один прекрасный день просто превратится в истинный ислам. Там у них и народ и так привык к всяким идеологиям. Они и спрашивать не будут. Они в это сидят запросто. И как раз вот такие, как наши, которые хотят жить на земле в каком-то раю своем, где нет вот таких вот, не знаю, вот таких ужасных вещей, как та же самая демократия. Это же просто ужас для них. Это как бы рыба, которая попала на сушу, в среду обитаний, в которой она не приспособлена жить. Видишь, они вот как на суше живут сегодня, рыбы. А вот Северная Корея это просто океан для них.
Живи и радуйся. Нет ни демократии, нет ни плюрализма, секуляризма. Клондайк это клондайк. Да, вот этих монстров даже нету, ЛГБТшных, монстр шмабаешь, это просто ужас, что творится в Европе. Ну, это обалдеть. ЛДПР. Ab die Aludien, куда гаешь он? Уже сколько, уже почти полгода он в этом информационном поле. Все о нем говорят. И в Курске о нем говорили. Он потихоньку уже как бы подыхался в своем информационном поле. Уже люди начинали забывать, уже как бы приелся для мирового информационного поля. Что произошло? Он назвал цифру 187 преступлений российской армии. Представляете? И все началось заново. Это ахинея в информационном поле. Все начали говорить об этом. Да. Полностью согласен. И Абди Алудин опять оказался на коне. Скоро это поднадоест. Вот этому мировому сообществу, Бяхма был вот, обыватель, он же как бы все съедает, что ему на стол кладут, всякие фекалии. Придумай другое что-нибудь, и опять об этом будет говорить. Ну, как проблема, уйрашим, что это говорит не какой-нибудь там какой-то русский генерал, да, Висаг. Говорит человек чеченского национальности. Вот наша проблема в чем. Таким образом нас подставляют, таким образом о чеченцах так говорят. И двое проблем. Валхар и русский, Иштимаму и русский, Нохчубов, он жил там среди них, родился, он от корней волос русский. Но он представляется как чеченец, он представляет чеченский народ, чеченские войска какие-то, несчастные, шмиш Москву истягаешь. И в придачу северокорейцы туда воткнули сегодня. Видишь, вот за этими диверсионными операциями в информационном поле самый главный враг, он исчезает из виду. Его не видно, о нем никто не говорит. Наоборот, начинают уже говорить, что русские бедные, ни в чем не виноваты. Их всегда притесняли, притесняют. Суд и суд. Я наблюдаю за этим. Пропаганда у нас на этих интернете, на этих телевизоре. Вот и суд. Моя проблема в том, что я не согласен. Я всегда смотрю, что мне кладут, из чего оно сделано. И пойдет ли по вкусу оно мне. Иду сагалдяла. Кина шанс, вала, я тоже это съел бы и начал бы в этой массе сидеть. Чувствовать себя. Юорер, если приправы вкусные будут. Ich deel do es raast hier до way. А вы мо что? В информационном поле Украины, там, мира Аптиалудинов у нас выступает, диверсант. А у нас выступают совсем другие люди. Скажешь, Альберт, твоя Одесса, в нашем случае это тоже диверсия. Мы сегодня говорим об Одессе, а главной причине наших проблем мы уже, как бы, получается, не говорим. Так это и происходит. Заходит нам Дзудзукети Антикарпенко, кидывает диверсию. Одесса должна быть наша. И мы начинаем с ним спорить, обсуждать, нужна она, не нужна. Человек делает свое дело. Вот так нас водят, как слепых котят, куда они хотят. То туда, то сюда. В царское время мы были бандитами, разбойниками для всего мира. Потом мы стали этим врагами народа всего Советского Союза. Видишь, что хронология, как она идет? Мы в Советском Союзе были врагами всем. Видишь, что? Развалился Советский Союз. Мы опять превратились в врагов уже террористами, исламскими радикалами. Асбоцунде, почему так происходит с нами? Он и до этого юга так. Почему мы готовы за кем угодно пойти? Пришел
Дзузукети пришел, мы его послали в свободное эротическое путешествие со своей Одессой. Мы с ним Соборди, просто здесь зашел вопрос. Здесь зашел вопрос. Соборди, а ты давала, это запарить. В смысле давала? Вопрос подниматься дешь. Давала. В смысле давала? А ты им отдыхать. Свободе. Чучмая татья. Короче, шиши оуша, памел, да. Цахума, да, чунтили, абсолютно. Куча, Кучуа ухва, не, вот Зурзукети. Подтвердила присягу, Никтюлш, а шук кучуа. Ну, и айтайм, послать Венерке свободное эротическое путешествие. Когда он за эту тему затеял, мы его послали. Просто здесь зашел вопрос. Зурзукети, Цунцан, Аптиалудийцан, Воланчан, отпуске. Встречался с ним, тот поднял вопрос. И Хаях, Черхельдер. Мы его послали, иди вместе с ними, бери с аптишкой желтые штанишки, берите Одессу. Ша Урвуш Малати, Зурзукети, Шагел Гарсаготер, Уршвац. Ему сказали в лицо это. Альберт, ты тут заявлял, сидел, что мы незаконно вышли из советского, из России незаконно вышли. Альберт, война хвостую. Я понял, война хвостую, но он заявлял здесь. Вот, он наоборот, незаконно вышли из Советского Союза, Бог. Альберт, объясни, где, что ты имел в виду, это сложно думать. Что именно объяснить надо? И по совку, там, где-то ты высказал, сверху где-то востридно, как будто бы ты троллишь вообще создание чеченского государства, его построение. Что ты имел там в виду? Объясни. Ну, мне надо полностью понять, что там имеется в виду. Наше государство четко прошло все этапы самосознания и объявления этого свободы и независимости. А проблема есть? В чем проблема? Ты заявлял, что мы незаконно вышли из Советского, да, из России вышли незаконно. Что согласно закону ООН мы, оказывается, виноваты были. Мы незаконно вышли. А вы вообще входили? А мы туда не входили, мы вышли даже по их законам, мы вышли, законно вышли оттуда. Лучше, раньше всех союзных республик, кроме Прибалтики, мы законно вышли. Даже эти офицеры, которые у нас служили, им выдали по $5000, и они уехали в Москве, купили квартиры себе все. И все рванули они. Деньги взяли и рванули они. Но это уже другая ситуация. Я никогда не говорил... По закону, по тем законам, которые были в Советском Союзе, мы законно вышли из этой России. Советский Союз. Тебе Аллах наказывает. Союзной республикой, его ли мы стали союзной республикой по закону. Называется Хез. У него пинг сейчас играет. Давайте пока другую тему, когда он включится, мы обсудим этот вопрос. Просто по этой теме я бы дополнил. Мы в эту русню, в Россию, в русню вообще туда никогда не входили. Мы единственная, по их мнению, автономная республика была, которая была включена. То есть, если... Советского Союза. То есть, если все... республики распадались, мы вышли из России.
Не, я чуть-чуть прокомментирую просто. Мы вообще никогда не входили в русню. Мы были включены как бы насильно. А потом, когда уже руснявые попытались сделать такие всему миру, облапошить, как бы преобразоваться в демократическую империю, то там они сами полностью все свои законы подогнали к вот этому, что якобы у них демократия, и каждая там республика, автономия имеет право на выбор, на суверенитет, берите независимость сколько хотите и так далее. И вот это вот без нашего даже спроса они сами приняли законы в 89-м, 90-м году, которые полностью уравняли нас с союзными республиками, дали нам полностью вот эти права. И делалось это, чтобы потом их Шнырь Завгаев объявил суверенитет, а потом дал заднюю и пошел под русню. И на этот раз уже официально мы вошли бы в русню, заигравшись вот в это вот в эту игру, да, демократию русскую. Но там не получилось у них. И мы взяли курс на независимость. Завгаева вытурили, вышвырнули. Русского Завгаева. То есть, и все законы, они были соблюдены. Даже несмотря на то, что мы были насильно затащены в эту русню, по их законам они сами нас оттуда выдавили. Лайках-то цахач. Я не думаю, что Завгаев там прям вот так вот поступил. Он просто исполнял закон с Кремля. Там вообще, короче, Завгаева вообще претензий нету, в смысле, как чиновнику. Что Хосбулатов, Завгаев, там еще как до этого были люди, до этого другие люди были, там и сейчас есть. Они исполняли просто, приказы исполняли в соответствии с законами и все такое. Там модерцика, там уже сложно модерцика. Да, русские чиновники выполняли приказы, которые сверху давали. Да, а потом мы собрались на Губель. Почему мы до сих пор это отрицаем? Вплоть до Америки, Нью-Йорка, Нохчи, Шавик, Австралии, Новой Зеландии, Мастана, Мовча, Бякан. По всем понятиям, по всем инструкциям, по всем нормативам мы провели сходняк, так скажем, да, сходняк чеченского народа, чтобы более было... Общенациональный конгресс чеченского народа. Да. Провели. Сундагдох, скажем, жимворса, да? Татайпа наха векалбин, короче, иш хови так, татайпа наха бар, хаюрта да бар, вожюрта да бар, вожюр, со всех сел собрались. Извини меня, не может весь народ собраться в здании цирка. И нормально. Векалбина, короче, допустим, вот я говорю, вот ты, короче, да, ты достоин, чтобы представлять мои интересы. Потом с другого села говорят, вот ты достоин представлять интересы нашего села. И короче, механизм есть. А Губель начали обсуждать. Обсуждали около 3 дней. Обсудили, решили, что давайте мы будем, короче, теперь независимым государством. О чем мечтали наши деды, прадеды, да? В чем проблема? Я не могу понять, почему мы ставим под сомнение то, что решил сам народ.
Мы сейчас задним путем, мы что говорим? О, короче, Дуда, Ви, Гантиби, Гарумилюй, Бата, Ви, Гендерби, Ви. Да при чем тут имена? При чем тут имена? Имена не имеют никакого значения. Это просто ушел, пришел. У нас есть факт, что пришли все люди, представители всех людей чеченского народа, и сказали, да, мы хотим независимость. А там кто-то там что-то говорит, там, что-то это же неадекватные движения. Если кто-то хочет обвинить, я не знаю даже кого, я даже не знаю, кого-то в том, что произошло первая война, вторая война, ваххабизация там и все такое, что я что вообще кричу у вас. Вы хотите сейчас что? Предъявить чеченскому народу, то есть своим родственникам, то, что они сделали неправильный выбор? Или что? Давайте логически рассуждать. Твои мои родственники собрались и сказали, он большой есть. Всегда туда его отца, просто нахглубили со всей, с Америки, Австралии, Масанар, погубили нас, ночи будут. И сказали, да, мы выбираем, независимая Чеченская республика. Если кто-то сейчас хочет предъявить там Дудаеву, там, я не знаю, еще Басаеву, еще кому-то, вы неправильно действуете. Вы должны предъявить конкретно чеченскому народу, который жил 30 лет назад. Вы должны предъявить своим бабушкам и дедушкам, своим отцам и матерям. Они это делали. Они были в цирке. Царь Мария и Мариный выбор. А почему вы сейчас сидите, там, логики есть вообще, там понятия. Сажим более, сажим там критическое мышление Бога. Ночью там мудра, самуады, критическое мышление. И, халаты, раз, сопоставить. Ага, вот аргумент, вот логика, вот, доказательства. Худ смысл, в результате. Какой из этого вывод? Да будьте все-таки людьми уже, в конце концов, рассуждайте как-то мозгами. Альберт, ты ответ, я не могу просто понять, почему... Отстань вопрос, это для кого речь? Это не к вам, не к какой-то личности, это в целом, вот, кто хейтит там чеченскую независимость, он это имеет в виду. Тот, кто их обвиняет, Альберт, у меня аналогичный вопрос возникает. Как мы можем обвинить стремление человека к свободе и к самоопределению? Там коротко и ясно. Если человек не хочет быть свободным, то он всю жизнь остается в качестве раба. Так что обвинять наших дедов, наших отцов за то, что они стремились к своей свободе и делали это по своему разуму, насколько у них хватало это. Что сейчас, в данный момент, незаконно стерея, то, что из Советского Союза, Леху, то, что он к тебе обратился, то, что ты говорил. Я не знаю, возможно, ты, Альберт, неправильно понял.
Мы получили государственность, все правильно, мосом нистиновой. Даешь практически неправильно было. Юридические документы были неправильны. Когда именно бьются. Когда составлялись юридические договора, они были неправильны, из-за этого они начали, когда уже получили свою государственность, они начали это как бы опротестовать. И Гордоны, да, там диссонанс, который у тебя возник. Ничего особенного, абсолютно, ничего, никаких, ни юридических, ничего там, абсолютно ничего такого нету там для зацепки. Именно из-за того, что ничего этого нету, они сделали так, что чеченцы, оказывается, воевали не за свою независимость, а свободу, а за будулачество, видите ли, за установление халифатов, Коран и Сун во всем мире. Вот когда тебя превратили в баранту, тебя образно, думал, ты молодец. Когда тебя превратили в баранту и своими устами дали тебе это выговаривать, вот тогда там никаких больше доказательств и вообще ничего не надо, потому что ты уже сам бараненок, который сидишь и говоришь, я устанавливаю халифат, Коран и Сунну во всем мире. И тебе уже не надо никому ничего доказывать. А до этого во всем на цирке этом не заканчивалось там ничего. Там было 3 общенациональных конгресса, там была принята декларация, четко был создан парламент, все эти процессы. Потом разделение оружия с Россией мы подписывали, то есть там много вот этих вот пунктов. До определенного момента Русня вообще там не рыпалась и сидела, пока свое государство там устанавливало. А потом уже установив это, незаконно нас вписали, ни у какого чеченца, ни у чего не спрашивая, нас себе вписали и напали на нас. Сначала через Ингушетию, создав конфликт осетино-ингушский, потом через своих ФСБшников, Лобазановых, Гантимировых и всякую остальную хрень, я извиняюсь. И потом этот цирк, он не остановился, потому что чеченский народ дал по морде русским и показал своими сыновьями, дочерями, своими вот этими мужественными патриотами, которые вышли и погибали за свою родину. А русские в это время брали в заложники наши семьи, целые села, населенные пункты, чтобы потом наше сопротивление сдало оружие, понимаете? Это же в цирке не заканчивается. Это война между 2 государствами, 2 народами. То есть один поработитель, агрессор, оккупант пытается усмирить, замочить другого и поджать под себя. И чтобы все вот это потом размыть, убрать, в итоге создали для вас, чеченцы, будулачество для вас создали, и вам сказали, все, вам никакое государство, вы не свободу, ничего не хотели. Отныне вы будете новую программу Чуилан. Теперь ты будешь отныне говорить, что ты боролся за халифат, что ты хотел установить Коран и Сунну, и поэтому, короче, Русня, и вот это разборки с Русней у нас поэтому и происходят. И потом раз, таким этим электричеством, этим ударом тебя разбудили, и все, ты начинаешь, я робот, я за шариат, я за халифат, и все, пошел. Следующий также, следующий, и вот так в массы пустили вот этот дебилизм, который, все там русским, ничего делать дальше не надо. Русским там уже ничего делать не надо. Он просто вот так покажет на тебя, смотрите, если вопрос возникнет, какой-то независимости, Чеченская республика, свобода, независимость, геноцид народа, его уничтожение, русский вот так пальцем покажет на любого будулака, посмотри, А тот идет, Коран и Сунна, я робот, 1, 2, 3, 4, Коран и Сунна, шариат, халифат, унаден, амир, саляму алейкум ва рахматуллах, и все. Там, вот в этом мы превратились. لا حول ولا قوة إلا بالله. İbrahim, собердеш совист халли, бяхком было. Совист халли гарвайваш вар хаттер далу штат, но со ларам да что сюка
Халвалит нерсо шихат табдайти да бре. Он сага имелар. صور يرى Derbi, bekmudu. حظ صفوها تدوها وصاحة صدقهم انت الزوجة هو юния федеративный документ, юния альшмиси гадасну федеративный документ подписать довол шолшмена. И мюлт бакон тетойжен dazu из всеобщий всенациональный референдум цаяш оми хатан цогоч. Оман мула цогоч. Вау, он просто как волш отцол полномочий шепцинкара. Да, так и было. Так и было. Татарстан, Миллионис. Да. У русских так и принято. У них царь решает все. И Татарстан, к сожалению, который обрусел, и который вначале тоже якобы взял курс на независимость, видимо, у них тоже там было что-то подспорно, да, о вхождении в Русню. И поэтому им тоже эту тему задали, как бы мы хотим независимости, а потом мы уже собственноручно, своевольно заходим в Русню. Вот так показательно надо было это сделать. И Татарстан так и сделал. Голе, да, царишь. Через 2 мясорубки не проходя. На более автономных правах их, да. Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Ты тоже вместе с ним можешь хорошо пойти. Его надо разобрать. Неадекватно дискуссия. Альберт, что будет делать? Альберт, на пост, что дыхать, подружки, мадружки, валары, что полностью вообще таун, да, это heroin войза, ой, шалва дюнда, на посту, что дыхать, духу, уходит цуг, сразу воштики принимается. Анту диктатор дишон не следовало тоже пойти. То есть, давай вот сейчас разложим ситуацию. Это хороший вопрос. Вот, который задал до этого человек. Так, смотрите, если судить вот по такой логике, надо забыть или спросить все себя, а не следовали нашим предкам тоже в свое время согласиться русской империи, не сопротивляться царскому, этому русскому царю. Видите, что просто тут проблема запроса народа. Татарстан – это совсем другая, как бы сказать, национальность, у них другой как бы культурный запрос, своя история. Видите, это по сути свои тюркские народы. Войнохчи, войдеша, мы всегда были из Мершубома, Вайцицхла, мы не могли согласиться по сути своей, по своей природе. Видишь, когда развалился Советский Союз, мы были в числе независимых советских союзных республик. Мы уже не были автономы. Мы об этом уже много раз говорили, что в момент распада Советского Союза было советской депутатами было 2 законы, где автономные республики приравнялись к союзным республикам. Видишь, мы на этом основании, на этом законном основании, мы вышли из этой Советского Союза. Когда мы ставим вопрос, а не нужно ли было нам остаться в России, мы говорим, забываем то, что мы уже не были в России юридически, мы были в Советском Союзе. И мы не выходили из России, мы выходили из Советского Союза. И не забывайте всегда. Видите, что? Когда народ хочет, создает всенародный чеченский конгресс. Коротко, буквально коротко. И причем мы оттуда вообще не выходили из этой Советской империи. Мы оттуда не выходили. Нас оттуда выкинул Ельцин, Кравчук и вот это третий, короче. От Муга,
Шушкевич варится. Шушкевич, Баркал постоянно церит. Пушкевич, Мушкевич, Пупкин, Мупкин церит. Церит дакца Иосу. Вот этот Шушкевич, Кравчук и Ельцин, они 5 яхтен бахнули, подписали и попытались сделать такие всему миру. Чтобы потом снова... Да, чтобы потом снова демократическую империю всем такие сделать и демократическую империю возродить уже в другом формате, такие сделав, завязав со всеми экономические отношения, открыть вот эту торговую там, короче, лазейку и так далее. Но у них, в принципе, получилось. Татарстан свой стоял, у нас свой стоял, в Грузии свой стоял, в Казахстане свой, везде свои гебнюки у них были. Потом, когда... Да, потом, когда специально создали тему, короче, там, независимость, там, Татарстан, чеченцы, а потом аккуратно должны были, дыша ровно, отдать честь и войти снова уже как бы добровольно, впервые в 20 веке, то, что мы вообще добровольно не входили же в Русь никогда. А тут мы добровольно, видите ли, сначала создаем вот такую вот видимость, да, то есть мы выходим, Татарстан выходит, а теперь честь отдать добровольно, впервые в 20 веке мы входим в Русню. Так Татарстан и поступил. А чеченцы, когда Завгаев начал туда-назад нас тянуть, вышвырнули этого Завгаева, шел вон отсюда, иди зонтик держи вон своим русским. Мы сами будем здесь решать. Проблема еще была в том, что если брать пример Татарстана, там у них был Ибрагим Исмаилов свой человек, то есть бывший партийный работник. С ними русские всегда могли договориться. То есть, да. А что у нас на примере было, мы выбрали своего человека. То есть Дудаев, по сути, был независим от Кремля. Там, и эта проблема была. Это уже после. Ну, а с Бога я пьецу, с Ханки дало, что Ибрагим. И том hun бяллира, хэта дэс канто, и том сабок, что Бог дина аттина голи даца дэцот хэта. So, it's an qeto shuso. Ins hajlu schil shun khets khdu khucha. Duda da itat rask dyutsu stat im gucha maboli shapitchuqa. Тахил о санаративью, что Дуда не в свое время даже не снилось той независимости, которую сегодня имеет Кадыров. И Бог Гуду в то время политическая обстановка муер, президент хоть независимость прогласить ее политические аппараты, они у русских даже не требовали в такой полной независимости. Хотели согласия с ними, переговоры. Даже были согласны на общую экономическую зону. Чтобы была одна рублевая зона. Можем однозначно дать, что мы вот независимы, мы хотим от вас отгородиться. Там не было такой политической предпосылки. Но для русских в тот момент, когда распался Советский Союз, Россия восстанавливалась, нужно было иметь на политическом поле какого-то врага. А зачем враг нужен? Ельцина принести во власть. Как Путин в свое время пришел во власть, так и Ельцин пришел во власть на крови чеченской. Ищите, политические запросы были у русских в то время начать где-нибудь маленькую победоносную войнушку. Это подспорно. Я, например, с собой не соглашусь, потому что Ельцин ездил в Госдеп, и там четко в Сенате, у них в Конгрессе, то есть в Конгрессе там выступал, и всем законы Наиб давно сделал, и в России за него голосовали, и западному миру он уже нравился. У них все было четко, как бы вот эта демократия, он полностью там озвучил, что они будут все вот эти архивы КГБ со всем миром разбирать, там якобы. Такие, у них было все неплохо, пока вот мы не... У них было, все неплохо, но есть факты исторические. Дудаев сам говорил, что он добивался переговоров, до последнего добивались переговоров с Ельцином. Но до Ельцина его не допускали.
Значит, у русских был свой политический запрос. Вот я к чему клоню, и вот что я подчеркиваю. С него Чеченцы... заплатили 10 миллионов долларов за встречу с Ельциным, его охранник. Чеченцы хотели войны. Чеченцы войну не начинали и не хотели. Когда они запрос Алматы сделали, что Ингушетия выходит и развалит, с Ингушетии дали уйти. Нормально, все спокойно. Мы не стали там ни воевать, ни цепляться. Захотели они, захотели, да, богатырюш. Хотя могли бы так провести, сказать, что там это незаконно, должны у всего народа спросить, да? Мы это не сделали, мы законно вышли. Ингушетия захотела выйти из состава Чечено-Ингушетии, им дали выйти, присоединиться к России. Тогда они попытались устроить войнушку в Ингушетию, зайти, пригородный район Абалабин, Цикашник, Шейгалга, Абалабин, Агушкин. Они там устроили бучу. Когда вот это вот войска пошли, они схватили свои чемоданчики и обратно рванули в Москву. А тут какой-то генерал приезжал и говорил Хилул Аушеву, ты где покажешь поставить границу, там мы поставим границу. Хочешь, в Грозном поставим границу, Бож, Ингушетии. Это все есть. Лёха, ты точно здесь прав. Потому что сам Джохар Вась, он рассказывал, это было по телевизору, сейчас запись сохранится, нет, я не знаю, он сам говорил, я подъехал к этой границе, и там на БТРе, не БТРе, танки, короче, там стоят, короче, у границы Чеченской Республики Ичкерия. И он, короче, говорит, я говорит, за шкирку вытаскивал ингушей барству. И он говорит, что хуярство вообще? Вы какого черта здесь делались вообще? Это же факт. Менты там сидели, ингушские, дорогу показывали. Коллаборанты. Ну, это военнослужащие такие же есть. Они сидели, дорогу показывали там. Милиция, Белгород, Сам хохеш ватсон, тут я микрофон. И том собрали Джохар с Кукшей Карцига. Он до конца, до последнего пытался переговорщик как союзная республика готовы были подписать договор, но Россия не хотела никаких договоров. Им нужны были просто пешки, которые будут подписывать любые бумаги. Они не хотели союзнических отношений. Неужели у Джохара не было связи с Ельциным? Откуда? Ага, 10 миллионов долларов на тот момент. Квартира в Москве стоила, двухкомнатная квартира стоила $5000. С него за встречу охранник Ельцина запросил, фамилия, Лысый Уршигяцев, 10 миллионов долларов. Вот посчитай, сколько пол Москвы можно было купить. Запросил денег с него. Да, доллар только появляться начал. Да нет, ну, и там какие-то Ельцин, мелочи, мы по сравнению с государственным. Нет, сам Ельцин, он, Альберт, тоже сиковать, где шорится, Джохарец встреча, потому что Джохар на его фоне выглядел намного интеллигентнее, намного богомот, чулчок, просто алкашмайер, я хотел. Там тоже, это тоже играло очень большую роль. Сразу Цухамелец. Да, Хамелец он его задавил бы, а потом на выборах, может быть, союзница, договор подписать. На выборах он мог бы стать президентом. И сейчас они сами сидят, когда слушают, речь, сейчас пишут, да, Ихильяр, Ельцин, президента выбрали бы, мы жили бы как сыр в масле Бош. Раз, сейчас еще он цукляет. Насчет Дудаева, да? Да. Поэтому я утверждаю, что у русских на тот момент был политический запрос маленькой победоносной войны где-нибудь.
Дудаев Шаала, я до конца добивался встречи с переговорами с Ельциным. Я мог бы эту войну остановить, босс. Ша мадуется шардина вочно. Я ему до последнего дня звонил, но до Ельцина ему не дали добраться. Вот что я утверждаю. Что круг Ельцина, так называемая ельцинская команда, у них были свои планы насчет нас. И этому подтверждение переговоры с Боровым до конца, хан даяла с Боровой переговоры сейчас молела, и так и он сацбагэч. Он не просто же хотел сацбаэт, значит, у него были свои компромиссы с этими русскими. Он хотел остановить это, он, как сегодня Зеленский пытается остановить. Ищи давала, том сацбагэч дел такое. Ну, царь говорит, царь сацбаэч уж бацари, том царь вир царь, и так просто. Тавях перцаши, но я утверждаю, что бы мы там ни хотели, как бы на уступки мы не шли бы с этим русскими, у них была задача начать свою войнушку. И они этого добились. Этот Шархай тоже немалую роль сыграл, это его замотал. Сасковет, Шахрай, да, там целая команда, есть там их целая команда, которые были сторонниками войны, которые думали там за 3 дня захватить все тут, Чечню захватить, и всем показать, что мы там, а потом эти союзные республики потихоньку думали также обратно загнать стоило. Это их не план. Они загнали стоило. Вот идмадеизм, когда распал Советский Союз, российский царь, потом у них что пришлось сделать? Политически заново создать Российскую Федерацию. Для этого нужно было, чтобы вот эти бывшие автономные республики подписали с Россией федеративный договор. Видишь, в Татарстане были такие волнения, там, независимость, в Башкортостане независимость, волнения, а для этого нужно было создать образ врага, его как бы короткий срок подавить, таким образом другим народностям показать, если не будете слушаться, мы вас вот так задавим. И они этого добились. Татарстан сразу же подписал эти так называемые федеративные договоры. И другие республики подписали как миленькие эти договора. И там, если это еще до войны подписали. Но это последствия, с Богом причин. Моя ючек, для чего это делалось? Конечно, это до было. Как это могло быть? Не до. В любом случае, вот эта война, она им по рылу заехала. И все вот это, то, что они намечали, свою вот эту вот игру, да, свой сценарий, который они наметили, по преобразовании русской социалистической империи в российскую демократическую империю, оно им полностью вылилось боком именно из-за нас. И сегодня, вот, где мы даже находимся, вот в этих европейских странах, Восточной, Западной Европы, сегодня, если бы не мы, вот тогда, в то время, и никакие балтийские страны не ушли бы, в любом случае, там конкретно кровь пролилась бы, если бы мы бы этот удар на себя не взяли. Ни Украина бы сейчас не рыпалась бы, ни Австрия, там, где я живу, здесь уже бы Мухосранск был бы, Нижний Тагил, Мухосранск, и еще хуже, потому что у них были огромные планы на это все. А сегодня вот просто это все, еще это весь этот фундамент, он есть у нас, предъявить вот этому миру, да, который мы спасли своей вот этим, своей жертвой. Но тут что получилось? Получилось так, что мы оказались гнидами какими-то, от которых русские, оказывается, спасали весь мир. А все сейчас по кайфу там разбежались, разошлись, там Польша построила себе государство, вылезла из-под социализма русского. Чехия, Словакия ушла, Австрия ушла, Германия свою стену разрушила, там себе государство воссоединила. И все остальные, и сейчас все живут и забыли про чеченцев и вспоминают о них как о говнюках, я извиняюсь, каких-то, которые там не знают даже, что сами хотят. Давай Это русским не есть, да, и не есть, да, это неправильно, это не есть действительность. И все это, обратное вот это вот, правильный сценарий, да, его, мы должны его доносить и им по морде всем бить.
Но тут из-за вот этого будулайчества оно происходит вот такое вот дело, что мы, вот баранта, оказывается, мы не знаем, ой, хуеза, цага, ой, хупила, цага, ой, здрасте, ой, эти русские там нас усмиряют, как бы, да делайте с ними там что хотите, там Кадыров их какие-то, эти цари, там, мелшпориш. Падишахи, хренашахи всякие, давайте, короче, там сами разбирайтесь, вот так все сидят. Это вообще нечестно, не по правилам, не по демократии, не по партократии, это вообще не исмадать. Все четко играю, заложил. И что есть? Сахатар. Вот я читаю Я читаю последнюю неделю ваш канал, там, Вена, Веди, антитеррор, и там вот у вас нарратив такой, что вот радикальный ислам... Ваши ли ваши, наши, а наши ли ваши? Если ты хорошо, о каких-то каналах говоришь, хорошо, скажи, я понял. вот такой канал есть, а там Хорошо, почему? вы поддерживаете нарратив о том, что вот этот радикальный ислам в Чечню в 90-х, русское, это было вливание там русских спецслужбистов, чтобы разделить чеченскую общественность, там, на суфистов, Мы не ваххабистов, поддерживаем, создать раздор. у нас есть факты полностью, доказательства. То есть мы не то что поддерживаем, а пытаемся донести это до дебилов, которые еще не понимают, что произошло. На весь мир трубим. Хорошо, вот тогда Тогда у меня другой вопрос, следующий. Сармак, садовое диалега, почему мы так считаем и утверждаем? Вся исламская литература, просто мелочь, там еще более крупные есть доводы, просто такой маленький довод. Вся исламская литература печаталась в российских городах. Санкт-Петербург, Москва, издательство. И эта литература выходила оттуда. В Махачкале. Это маленький довод, я уже не говорю о каких-то аргументах. Да, выстрелов. Да, я ознакомился, видел эти аргументы, также этого Удугова, его речь, а потом пропажа в Турции. Там, все это я видел, там также этого Дугина, российского идеолога, службиста. Все это я видел, ознакомился. Вот тогда у меня следующий вопрос. Если это все делала Россия, там развивала ваххабизм в Чечне, Россия, то почему там после Второй войны и даже в самом начале там 2000-х с ваххабизмом шла жесткая борьба, и Кадыров с ваххабизмом боролся, и вторая семья там этих Ямадаевых боролась с ваххабитами, и по сегодняшний день в Чечне борются с ваххабизмом, и ваххабизм не закона. Потому что русские потому что русские не просто в Чечне, а по всему миру сами создают проблему, потом и сами с этой проблемой и борются. Они всегда так работали. Это русская такая политика везде. Разделяй власть Божию. Сами создали проблему в лице ваххабитов, а потом сами пришли и стали с ними бороться. Зачем это им надо? В своих политических потребностях. Чтобы создавать внутри врага, чтобы создавать... Чтобы показать, что это дикари. Всех мало по одному объяснять, да, я тоже тут молчу. Выстрел до конца, чаквала. Я забыл, что это... Мировому показать, мировому сообществу показать, что мы чеченцы дикари, если мы их не остановим, то они к вам придут, Бог. Ельцин в 2007 году, да, речь толкать, Ивановича Турция. Вот вы посмотрите, Бог, да, Турция, Мичавари, там, речь толкал, там, европейцам. Если вы там на саммите, Ивановича Антига, если вот мы их не остановим, они к вам придут, Бог. Путин в 2007 году, да, Путин там речь толкал. Да, Мюнхенский армация или до этого. Брюссельский 2000
второй год в Брюссель Путин едет на конференцию, пресс-конференцию, и там разъясняет о ваххабизме, в том ваххабизме, в котором я принимаю участие на этот момент. То есть я в 2002 году принимаю участие в партизанском движении, где орудует как бы идеология вот этого ваххабизма в джамаатах. Вот, И то, о чем Путин там говорит, то... Подожди, и то, о чем Путин там говорит в 2002 году, я вообще знать не знаю, что это такое, то, что он там говорит. У меня вообще понятия нету. То есть у меня вообще другие взгляды, мной движет абсолютно другое. А то, что Путин там рассказывает, вот эту идеологию, какой-то от моря до моря, халифат, мы вас кефир, вы друг Америки, вы в опасности. Вы Гунядинок, если вы уж хотите совсем мусульманином стать, мы проведем вам эту операцию, Гунядин, таким образом, Боже. Что тебя идут, что гумныш, ни я, ни люди, которые со мной рядом там в этом движении участвуют, у них вообще понятия нету, нами вообще не это движет. Да, там есть какие-то идеологи, которые там эту тему пропихивали. Но их вообще засмеивали там, короче, болтуны шварцега, то буйнец, просто болтологи шешкаш. А сегодня вот эта болтология, о которой Путин в 2002 году там говорил, я вот здесь четко вижу по Европе вот эти таблих, которые здесь бородами ходят, болтуны. Вот они о том же, что Путин там говорил, они говорят. Вот сейчас я полностью вижу вот эту идеологию путинскую. Шей проводник идеологии, вот Удугов напомнит мне, его никто не ищет, никто не разыскивает его. Да, и ты не поймал вот этот момент, да, когда у нас в Чеченской Республике устраивали разборки. Вот я в мечеть иду на Рузбан, на Джумуа, которую сейчас круто так называют. Джумуа, иншаллах. Раньше просто рузбный выдаж. И вот Рузб это на чем это дуй, арби мотадуй. Да, ну нохчиш рузб олар сунах. Рузб олар, дейл моклах олар, дейл олар, хинца, что вообще крутой чер. Джумуа и ахи, короче, разные. Иншаллах, уже сухайна долу шер. И вот ты идешь на Рузбан, и там приходят какие-то старики и паникуют. Сейчас шунядин, там между, что разборка, сигар хадех, кенду, куз Рузбда. Иш и кюк шала идешь, и вахабиш, бог от слаймазанка. То есть какие-то люди, которые вот так руки поднимают во время молитвы, намаза, ногу вот так ставят. Эти четкие не крутят там. Вот такие бороды у них бородатые, усы побритые. Из-за этого у них разборки происходят. Сегодня посмотри на подрусскую пехотинскую среду. Зачем это вообще эти разборки устраивали? Зачем нас сталкивали лбами? Зачем нас называли шайтанов, людей с бородами без усов? Зачем нас истребили? Зачем у нас полностью вот эту вот кровь пролили, чтобы теперь вот это будулачество вот так установить, там руки стоит, поднимают и кадырка, и все на намазах, и ногу там зажимают, и так далее. То есть вот эта вот игрушка, да, русских, хорошего, плохого полицейского, который они с Дугиным, с вот этим сыграли, она лишила нас государства, она лишила чеченский народ свободы. Она создала такую ситуацию, что русским нас можно мочить во всем мире. И мы вот в этой ситуации сейчас пребываем. И еще оно не стоит на месте, оно постоянно прогрессирует. И всякие Алаудиновы с войском Иисуса, алейхиссалям, представь, на джихаде Алаудинов с войском Иисуса, алейхиссалям. За риторику, за вот такую риторику они тебя
تجمع هتر تجمع هماج اشتياخ يلي وتاع партизанские движения يلشينا هي абсолютно تجمع وش يلوشي يتعبر ده تشون буш волнах будет, а темло будет туда-сюда. Во время партизанского движения это вообще болтовня юшон. Просто это лесные люди, которые там в горах возле президента. Но Там, все видео, которые я видел, к примеру, с боевиками, они все бородатые, длинные, обросшие, да, это в волосы основном длинные. лесные братья, которые в лесу просто как бы пытаются вот это сопротивление сохранить, да. Условий вообще нету. Побрить. партизанское движение, оно вообще с бородатым не было. То есть ни один партизан, он просто физически никак не может быть бородатым. Ему потому что приходится с населением днем, короче, передвигаться, там проверять, где техника там передвигается русская, где у них что стоит, там вести работу с местным населением, гражданским. Ну, это другая тема. Я сейчас просто что хочу сказать. За маломальское какое-то похождение, там, с какой-то бородой, без уса, руки на намазе, если поднимаешь, тебя просто без вести теряли. Шайтны, что. Сейчас сюда в группы, в телеграм-каналы заходят какие-то люди. Вот вчера на радио Машу был один персонаж, который говорит, этот человек в ЭЦР связывает. И он говорит, бусубна, там бывает сажим расхождение, шуларизм туда-сюда. Да видите, я не знаю, был. Просто маломальски ацарях терлиел шубош, шейту бош. Галак мабинацар нас полностью уничтожили. Наших ребят, даже вот суга убош, да, терлиел что, да, мочить вошла. Этот под-русский какой-то офицер, теперь уже находясь под русским флагом, им нормально. Ничего, там, вагабиты, короче, или кто. Все нормально, мы все братья во Христе, православные россияне. То есть вот такими манипуляциями, создав плохого, хорошего полицейского, нас лишили государства, нас зачморили перед всем миром, нас мочат перед всем миром. И вот сейчас дальнейшими этими же манипуляциями они нас еще и с другой стороны, да, с якобы суфистской стороны, точно в такую же эту превратили страшилку, дальше превращают перед всем миром, и это не остановилось ничего, оно дальше вот так продолжается. Ибрahim insan Deutschte подытожит теша параллель шалесен вот тахан хулштал сурту вану ахватна ванохчи чахучтег и ровно хал хиллак душун просто люди мило жукона просто люди другие на сцене просто другие актеры, скажем, да, утрировая. Аж das hand идеало что. Алха ваха биш дубо шо бяхкан зас швей дей ва нохчик ам халагица ар ваха нохчик ам ваха бишу ваха бису вацитош хажа цахош они всех убивали. Ах шо де гуду Путин ца муар хал мудуца ца политик муар хал Путин захватил власть в Чечне, Путин Дудаев захватил власть в Чечне, Дудаев Шейтадин, Дудаев, вот царючек. Но по факту они пришли не Дудаева свергать, видите, по факту пришли нас убивать. Так они поступили. Дудаев, они всех убивали. Тахан хульштак, хажда, дикладола, тахан хульш, худу, худирца так. Нашли Кадырова, Кадыров дик ногу, Кадыров за русских, Кадыров да хватина, и Кадыров олявина, и цанина, и Кадыров дик варцан. До сегодняшних дня дик варцан. Пока им нужно было, он был для них хороший. И стан хуль, что хажла. Доказательством этого форум чукайся на Хардаковский, на освоишь хруон. Чин канал, YouTube, интервью. То губо хажда дикладола, хинца мудюц. Европа был хороший, русский, так называемый. Це дючтек, владёча. Хинц бы ногчи, чё? Кадыров, Вот так, гуцаны. Кадыров, это исчадие ада, там, Кадыров, там, вышел из-под контроля. То же самое про Дудаева говорили. И вот так, босс, просто на сцене актеры меняются, видите, но суть самой сцены, она, сама сценария, это одно и то же. Цель приходить убивать чеченцев. А он был, что он захождал, Ходорковскую чего.
Песков просит Кадырова не убивать Керимова самому, а пойти в полицию. Мы дошли до того, что высшие государственные чиновники начали открыто заказывать друг друга из-за дележки бизнеса. Так почему же Кадыров решился пойти против Путина? Против Путина он пошел, оказывается. Как это скажет Харлайнс, я подчеркиваю, декладура. Вот где сбрасывается нарратив в твой мозг, русский мозг, скажем, да? Как это окажется на межнациональных конфликтах внутри страны, И ханти дало что-то. Кадыров, Гонагу, как в свое время, говорит, Дудаев, Шкади захватил власть. Вот Кадыров все опять же захватил власть, и он опять из Чади Ада, и это уже межнациональный конфликт, прикинь? Он недоволен Кадыровым, но он это описывает как межнациональный конфликт. Видите, как он сбрасывает пропаганду. И он действует, чтобы завтра прийти к нам, сказав всему миру, мы хотим Кадырова устранить, они опять нас будут убивать. Кадыровцу, как в свое время не спрашивали. И простое, прямую аналогию, прошлого, видишь, то же самое песня, только старая песня, только по-новому. Хореографию изменили, звук изменили, но та же самая песня. Видишь, чтобы вот тахан цалило, что билгал докш, и нахан люштат, но мы сегодня вспоминаем прошлое, чтобы сегодняшний дек дуется и раски бобу и билгал докш. И так именно до айтили, втана и вайцай том бахкач, на мухич, яцаич. Но опять Бехмобил за это, повторяюсь, врагом для всего общества, мира. Они будут говорить, что мы там идем Кадырова свергать, но они опять нас будут убивать. Иду и вы галдалго, и цуна цакит юатаха. И прямо Альцин идеал, что он проводил параллели прошлого и сегодняшнего. Придансон, Резхил. إذا تحقق ليتشون تحقق دول همشتون ويتصل ناس هم ناس همشون أول سوى نا تعبر عن شمسة آلي أو تأخذ تدعو وتن أو ويتو пропасть всех нас гонит. Вот в древние времена, так дон, когда охотой люди занимались, мамонтов обрыву краят, и их в обрыв кидали. И томду уэнт алилось, утрировая его атака. И томду. Алха и политик, Рашин вышел политик проводить и завгавицын группою полностью. Юхи боль, как всегда, и цюли мол наш бу. И целый сервегуат, ночью убош, он юха, и живет целого убош. Самого убош, Ватсон. Он, по-моему, им управляет всем. Джамбоксом целуюсь, милость. Ну, вот такая Люха Вигуат, самого убош. Зачем Люха? Айлам Паш вечером. Айлам Паш. Это и цюлишь, молю, как всегда, Юха. Ишь. Когда что-то нужно развалить, царю мощно будешь, получается. Всегда Россия направляет их. Салам маршал душу. Степ бай степ, рейс леху. Маршал степ бай степ. Сала, реза махилис и мол цер. Цер мол, Айлам Паш. Так, Вистол Мегердери как раз. Если есть желание, более-менее, на мой взгляд, о каких-то продуктивных и реально главных вещах говорить, именно о которых есть смысл вообще говорить. Это примерно то, что говорил Альберт изначально, и начиная что 30 лет назад, примерно, когда наш народ, самая вот основная вещь, самая главная вещь, которая должна на повестке стоять, то, что выбрал свой путь, определил свою жизнь и фундамент, на котором он хочет строить свое государство, а именно независимость и свободу. И вот эту свободу есть, я примерно думаю, что есть смысл именно обсуждать.
Потому что именно эта свобода всегда была главной темой, вокруг которой все происходило. И вот это недоумение и непонимание Альберта, почему, вот, несмотря на то, что наш народ вот определил вот такой свой путь, вот такую свою жизнь, и вот этот фундамент, на котором он хочет строить свое государство, и то, что несмотря на все попытки десятилетиями русских, сколько они пытались и тратили своих сил и средств, чтобы именно не дать этому фундаменту, этой цели свершиться, тем не менее всегда оставалось какое-то количество людей, какая-то сила, какие-то представители чеченцев, которые все равно продолжали и пытались эту цель достичь. И именно вот это и есть основной темой и основной вообще точкой, основным моментом, который вокруг чего все и говорится. И его непонимание Альберта, почему ЧДП, Чеченская демократическая партия, вот этот попытки людей, которые все-таки ищут и пытаются найти возможности, чтобы вернуть свободу и достичь этой цели, все-таки ЧДП этой цели противостоит. В данном случае основная вот эта, ладно, цель, да, проблема возникла, вот можно которую обсудить, а именно, что халифат, Имарат Кавказ, вот этот проект как-то возник, и именно который мог навредить реально и попытался навредить, чтобы поменять нашу цель чеченцев вместо независимого государства, чтобы борьба велась за Имарат, Кавказ и так далее. Вот этот момент, да, имел место быть, и его реально можно анализировать и пытаться понять. Но почему-то, и даже не просто почему-то, я просто удивляюсь, насколько, несмотря на то, что есть постоянно говорится о том, что нужно правду говорить, и вот, что правда – это очень главная вещь, что именно вот этот халифат, и именно попытку изменить нашу историю и направление, кто остановил именно вот этот поезд, локомотив, который это пытался достичь, кто именно против этого пошел и не дал этому совершиться. В прошлом эфире я услышал, что человек, который не дал этому совершиться и, по сути, именно остановил этот проект, он вроде бы в это время, оказывается, уехал куда-то, сбежал и в Турции. Вот это я услышал в прошлом эфире. Это то, что тот, который человек этому препятствовал, оказывается, он как бы испугался и сбежал. Это реально как-то в голове укладывается, когда такие вещи произносятся. Называй фамилии. Свободно, step by step. Кто это? Step by step. Да. Ты после того, как закончишь, у тебя вопрос есть. Хорошо, да. Ну, я просто, опять же, отвечая на вопрос, который такой задавался Альбертом, мое мнение, субъективное, опять же, очень чисто мое мнение, то, что цель у Чеченской демократической партии именно вообще совершенно другая, она определена, все уверили именно в правоту своей цели, и никакие доводы не воспринимаются, Он будет за ЧДП говорить. Ты говори, за кого ты пришел выступать.
фамилии называй, кто там убежал, говоришь там. Леха, Фамилию ГДР, хуя, вид или боишься политики. называть? Кто убежал, это его, это было сказано, что Всех человек мало, убежал. Что Закаев, который остановил на самом деле, именно сделал больше всего, больше из всех чеченцев, в том числе даже Чеченской демократической партии, просто смешно мне даже это говорить, которая якобы против этого борется, что она и 0,5% не сделала того, что сделал Закаев, чтобы не дать этому исламскому вот этому проекту свершиться. А он, оказывается, его, как я говорю, даже было сказано, что не то, что не дал, он сбежал в Турцию, потому что испугался. Вот какие доводы, какие слова высказываются в Чеченской демократической У меня партии. буквально 2 слова. Если Закаев, по вашим словам, остановил там какие-то Эмираты, то ЧДП остановила Закаева в установлении Шазама, Низама 2002 года по шариату и по этим, как его, суданским уголовным кодексам. Вот что сделала ЧДП. У меня все. Ну, это подтверждает его то, что мое мнение, то, что вот эта позиция и цель, которая есть у ЧДП и что, ее Шазам сторонников. не висит у Закаевского официального интернет-сайта Шазам, Низам, закон, новая конституция шариатская не висит у Закаевского канала? Я сейчас, Юра, расскажу, почему я говорю, что убедился и убежден, что никакие доводы, никакие объективные и логические... Не рассказывай, сейчас чуть-чуть микрофон, Когда это... В 97 году вы шариат установили. Шариат, Да, я понимаю. Народ его видел. Юра, опять же, если есть желание о конкретных вещах говорить... помогать и что-то делать, получается. Вторую войну начали вы. Да. Чтобы степ-бай-степ. Давай ты очень много... Да, мне трудно, в эфире все-таки мне трудно. Там довода высказал. Да. Можно теперь тебе спокойно, непредвзято задавать вопросы? Можно? Да, единственное, я просто чуть добавлю, чтобы рассказать, почему я, опять же, мое мнение относительно ЧДП. Вот когда ты поднял именно вот этот вопрос, реально, с которого нужно все начинать, каждый разговор и каждое обсуждение, началась тонна каких-то данных, информации, законов, бюрократии, которые имели место в истории. Чтобы вот именно, когда поднялся главный конкретный вопрос, который нужно обсуждать, сразу же, чтобы этот момент, чтобы этот вопрос закрыть, чтобы эту тему не обсуждать, вот тонна информации начала появляться и рассказываться, которые якобы очень важные и очень существенные. Хотя, вуаля, в смысле, Я говорю на ты, потому что в чешском понятии нету вы. Ты закончил? Да. Ну, да. Да, давай сейчас вот тебе сейчас Ибраим задаст вопрос. Бакал, сначала я хотел бы, чтобы ты свою позицию тоже бы насчет ЧДП озвучил. Потому что Илья Хок Цундел, как бы Цун Прахлях, Фиетаги, Хахер, Дуицуги, твое отношение к ЧДП неправильно как-то поняли. Просто коротко, буквально свою позицию насчет ЧДП озвучил. Это мне вопрос или Альберт? Не, Альберт. Я не понял, Ибраим. Почему ко мне вопрос?
ЧДП это... Я могу ответить за него, если что. Свободе. Подожди. Как ты вообще, каким боком ты относишься к ЧДП? Разъясни. Ну, ЧДП это я практически один из основателей этого ЧДП. И Все просто и Дерсун важно, чтобы там вот эти не думали. У меня была, значит, ошибка, я, значит, как бы не вовремя включился, Да, но я да. от тебя именно услышал именно... Бехтулила, я потом прокомментируешь, Бехтулила, я сдал микрофон. Вот это одно, что надо было тоже прояснить, потому что такие там бартиги. А второе, это как раз момент, что я хочу сейчас прокомментировать, это то, о чем вот этот чел сейчас говорит, наш гость, степ-бай-степ. То есть на все остальное плюньте, нам главное вот это, то, что мы за независимость хотели там в начале Дегдошин, когда мы о декларации, об вот этом говорили, я вот этот момент подчеркивал, что это очень важно, важно не декларация, независимость там, что важно на основе, на какой основе наш народ изначально это принимал. То есть наша конституция, она важна, какое государство, к какому государству чеченцы стремились на этот период. Вот что было важно. И вот этот человек, он сейчас, и этот человек, он сейчас доказал то, что вот это, я не зря говорил об этом, потому что вот эта абдуллаческая среда, они там с украинцами, которые хотят тоже абдуллаков использовать, за что я их не виню, просто мы тоже будем свое отстаивать. Они там совместно где-то хотят по декларации и вопрос Эйден, и что размылить вот эту тему Конституции, чтобы мы туда не лезли, и на вот этой основе каких-то деклараций там пехотинцев поставляли. Я не знаю, кто-то понял или нет, о чем я говорю, но как-то свободы. И прокомментировать, давай, а теперь вот к тебе вопрос, степ-бай-степ. Ты говоришь, что Закаев якобы не дал установиться Эмирату Кавказ, победил государство, это Эмират Кавказ. Из-за его работы теперь не существует государства Эмирата Кавказ. Вот этого, как бы он, благодаря ему, вот это образование, оно как бы повержено. А теперь вот у меня вопрос возникает. В чем расходится Закаевская концепция, идеология и Эмират Кавказовская? Что там не подходит? В чем они разошлись во мнениях? Ты мог бы объяснить? Да, хороший вопрос. Как? В чем? Но то, что желание нашего народа, именно решение, которое было принято, именно за независимость. Главная цель и основная точка, куда двигаться, это добиться независимости. Вот самое главное. Независимости вот чего? это, Сейчас Республика Кавказа независимости. Создать. Вот как? Кавказа независимости. Республика независимости. Всех малое. Нет, повторяю вопрос. В чем расходится? Эмират Кавказ это не Российская Федерация. Они не говорили ни о какой независимости. Это то же самое исламское образование, исламское государство. В чем расходится концепция, идеология? Я не говорю, что ты просто простой обыватель, ты не идеолог Низама 2002, не Закаевского исламского государства, кабинет министров. Ты просто обыватель. Но по твоему мнению, в чем расходится концепция Закаевского исламского государства и исламского государства Эмират Кавказ? В чем они расходятся? Добиться, основная цель, добиться свободы своему государству, именно жить как свободный народ на своей земле. А не установить Эмират Кавказ и не создать международный исламский халифат. Вот этой цели нигде не озвучивалось. То, что российские спецслужбы
пытались и пытаются именно использовать вот все, которые есть возможность использовать против чеченцев. В первую очередь, если вы много раз говорили, что вы не являетесь как бы, не против религии, ничего не имеете против ислама, когда простые чеченцы, простые люди, которые считают себя мусульманами и не скрывают это, и не пытаются как бы, это, я не знаю, что-то большего делать, они простые, Например, считают шариатские суды. себя мусульманами. Вот как я считаю, я не собираюсь создавать халифат Кавказ, но я считаю себя мусульманином. Вот, а то, что российские спецслужбы внедряют вот эти сбросы, и что якобы некоторые, или большинство, или что чеченцы пытаются на самом деле, они не простые мусульмане, они не простые просто обыватели, они на самом деле вот экстремисты и игиловцы. Вот эту дудку почему-то ЧДП подхватила и раскручивает, и вот, в смысле, вот эту провокационную сброс, это очень, в смысле, понравилось ЧДП почему-то. Хотя это просто сброс спецслужб, которые пытаются всеми силами, всеми средствами создать вот и не дать добиться единства, в первую очередь, и независимости. Да, единство на Коран и Сунну. Теперь я тебе снова зачитаю концепцию, о которой я тебя много раз к ней отсылал. Ты, к сожалению, ее не читаешь. Вот я тебе рассказываю. Низам, свобода, потом выскажешься. Но если ты много раз говорил, просто вот и есть вот смысл смотри, повторять? Или все-таки... За 1,5 месяца работы Большого Маджлиса Шура были внесены ряд изменений и дополнений в Конституцию Чеченской Республики Ичкерия. Теперь статья 1 Конституции ЧРИ гласит: Чеченская Республика Ичкерия – суверенное, независимое исламское правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. Источником всех принимаемых решений является Коран и Сунна. Когда оно создано в таком виде, как они говорят? Во-первых, это не волеизъявление чеченского народа, а решение какого-то собрания какой-то компании под названием Маджлисуль Шура. А во-вторых... В лесной поляне. На лесной поляне. Да. А во-вторых, почему ты считаешь, что вот эта концепция, что Чеченская Республика – это исламское государство, оно противоречит исламское государство Эмират Кавказа? В чем там противоречие? Хорошо, просто к тебе сразу вопрос. Какие главные цели у этих двух направлений? Вот, если ты знаешь, понимаешь, то ответ у тебя есть. Я не понимаю, какие главные цели у Эмирата Кавказа? У этих обоих образований... Микрофон, вот то, что я говорю, что Закаев все-таки сделал больше всего, чтобы это остановить. Микрофон выключи. Именно высказывал. Сейчас я тебе скажу. Сначала на твой вопрос отвечу я. Да. Который ты задал. В чем сходится ЛРА, вот эти... Нет, в чем, да, какие главные цели у каждого из этих... Эмират Кавказ и Низам 2002 сходятся на том, что они оба навязывают чеченскому народу следовать полностью шариату, Корану и Сунне. Полностью абсолютное сходство обоих образований, что Эмират Кавказ, что Низам 2002, исламское государство. И абсолютно никакой разницы в их концепциях. То есть и те стремятся к Корану и Сунне, к шариату, и эти стремятся к шариату, Корану и Сунне. В чем они вот расходятся, я никак не могу понять. Ну, я-то это понимаю, но я не могу понять вот твое видение, ты как это видишь, их расхождение. Вот. Я понял, да, твой вопрос и как бы, мнение. Здесь вообще, как бы, я как говорил, то, что нету почвы для того, чтобы
объективно и рационально что-то обсуждать. Уже сложилось мнение, и нет у тебя желания даже просто сказать то, что есть. У тебя просто есть желание защитить именно свое убеждение, свою точку зрения. А то, что это Мы говорим о концепции, об я сейчас государстве. просто один момент, чтобы это подчеркнуть и более правильно, в смысле более понятно, чтобы это выглядело. Вот когда я был в прошлых эфирах, когда у меня получалось зайти, после того, как я вышел, несмотря на то, что я много раз говорил, объяснял, кто я и что я, почему-то вот откуда появляется все-таки такое стремление и желание после того, как я уйду, навязывать и навешивать все возможные ярлыки на меня, почему я не прав. Вот именно есть вот это понимание этого, когда если бы вы отстаивали правду, не было бы желания навязывать неправду. Если бы отстаивалась правда, не было бы желания навязывать неправду. Да. Степ-бай-степ. Ты здесь как бы объявил, заявил, что вот мы, например, не хотим... Да, но это мое мнение, чтобы, да, чтобы там исламское государство Закаева, чтобы оно как бы на нас установилось, его поддержать мы не хотим. Мы же вот это обсуждаем, а не то, что потом после тебя сказали, не сказали, это другая тема. Это тоже, да, критика принимается, если такое да. есть. Но смысл в том, что мы все равно не найдем какой-то общий язык и какой-то ни к чему не придем, потому что, как я говорил, уже мнение сложилось и желание как-то продумать и анализ сделать вообще никакого нету. Смотри, ты просто... Подождите, Альберт, ты просто тебе 100 раз тебя отсылали прочесть вот эту... А микрофон дается минуту. Прочесть вот эту концепцию, за которую ты топишь. Я же тебе сколько раз зачитываю, юх-юх. Вот смотри, всякая несправедливая политика противоречит шариату, а справедливая политика – часть шариата. Основываясь на этом, не дозволяется членам Маджлисуль Шура и властным органам вести политику, противоречащую шариату. Призыв к исламу, повеление одобряемого, запрещение недозволенного, оберегание исцеления общества, которые неверные стремятся испортить, является обязанностью Маджлисуль Шура правительства, а также всех мусульман. Два условия защиты ислама и мусульман от кафиров и мунафиков – подготовка и джихад на пути Аллаха. По всему миру. Я не пойму, чем отличается концепция вот эта и концепция исламского государства Ирака и Ливанта, Имарата, Кавказ, Боко-Харам. В чем какое-то различие между всеми этими группировками, джамаатами? Вот, дай просто четкий ответ. Почему ты не прочитаешь вот ни раз эту концепцию, сам не ознакомишься с ней? Если ты хочешь сказать, не знаю, это не читай, да. Если ты хочешь сказать, это не читай, Закаев это там специально написал, а сам он не такой. Это Закаев написал? Откуда такие потребность говорить то, что неправду? Да слушай хотя бы, что я говорю. Если ты хочешь сказать, что это вообще Закаев этому не следует, это он не сам вообще, это не он писал, это вообще не его, он хочет просто использовать джамаатчиков туда-сюда. Если ты мне это хочешь, на этом меня убедить, то я не могу в этом убедиться, потому что все его действия, и как бы то, что он за кулисами говорит, или где-то там тебе что-то сказал, потом у другого ты когда спрашиваешь, там другой говорит, что ему так сказали, пятый говорит, что ему так сказали. Мы не можем понять, что, чем движет вот этим движением, что движет. Мы же не ясновидящие здесь, не можем мысли читать. Мы видим деятельность, мы видим, что вот эти люди сидят и выговаривают, что устанавливают Коран и Сунну. Что в 98 году сам Закаев возглавлял вот эту вот комиссию по разработке шариатской конституции на основе
иранской и пакистанской конституции, понимаешь? Вот это вот все мы же не можем. Порядок на лицо должен. Хагуша, ты сейчас сел какой-то степ-бай-степ, пришел и говоришь, не, он вообще не такой, он хочет там установить либеральное какое-то государство с однополыми, с серединой между однополыми браками этим. И ты вот это здесь пытаешься, я не знаю, по-моему, вот это ты что-то хочешь донести, но мы на твои вот эти вот разговоры мы не можем же полагаться. Мы видим деятельность вот этих вот джамаатов, вот этих людей, сзади них стоящих, видим всю их концепцию, видим. И ты юх-юхаешь, ты пытаешься что-то здесь протолкнуть, прогнать то, о чем ты сам не осведомлен. Вообще, я не пойму. Вот я был с этими людьми в высшем политическом совете, там, с высшими ихними этими людьми. Ты там вообще у них кто? Идеолог, что ли, что ты за них сейчас здесь пытаешься какие-то вещи мне рассказать, о которых я, оказывается, не знаю. Не знаю, ЧДП просто хотят двигаться именно на вот этим вот путем, о котором мы здесь говорим, да, когда мы три конгресса чеченского народа, принятие конституции, 2 русско-чеченские войны, волеизъявление чеченского народа, просто на этой стезе. Вот это вот довести до какой-то логики. Хатимба, Да, конечно. Я понял, хотите, да. Но просто вот как ты говоришь, то, что вы видите работу ту, которую вот вы видите, поэтому именно вы уверены в своей точке зрения. А я вот вижу как бы деятельность и то, что как бы, вы делаете с вашей стороны. Если, опять же, логично же смотреть, как вы смотрите, так и я смотрю, это все логично оценивать по делам. И вот дела, которые я вижу и замечаю, которые делаются ЧДП, какому-то именно какой-то цели, которая бы достигала именно то, о чем мы говорим, я абсолютно не вижу. Какие дела, какие действия были сделаны и хоть какую-то поддержку, именно хоть что-то, чтобы шаг в сторону того, чтобы мы добились противодействие исламскому террористическому государству. Вот как тебе здесь озвучивали, сейчас не даем полностью зеленого хода вот этому исламскому государству, Закаева, например. Вот это вот мы тормозим. Потом ведем просветительскую работу. То есть вот эти люди, которые забили полностью чеченцы на все шариаты, на все ваши вот эти вот исламские государства, во всех их проявлениях, во всех их форматах, короче, и так далее. Вот эти люди, которые сами, они по сути чеченцы, любят свой народ, хотят для него светлого будущего, мы им тоже хотим открыть глаза, что вот это вот всякие эмираты, мимараты, вот эта ерунда, вот это мусор весь, который вбрасывается, там исламское государство, шариат, это вообще не то. Это не есть то, на чем наш народ стоял. Кто это защищает и кто это проталкивает? Я в смысле, это вы добились, и это вы... Да. Мы, наоборот, пытаемся просветить наших соотечественников, что это вообще, то, чем вот эти занимаются, ваши исламисты, это вообще не есть воля чеченского. Не с этого вообще мы начинали, не за это мы там столько гибли, короче, и вот это дело, как бы до сюда вот вели, как бы, да, наш народ. То есть не за это мы жертвовали. И вот этим людям, чтобы они, нормальные, меняемые люди, как бы их потихоньку привлечь к политической судьбе своего народа. Мы ведем в этом просветительскую работу. Потом с внешними за нами, короче, наблюдающими, со всякими партнерами потенциальными, да, в будущем. Тоже показываем, что среди нас есть, помимо будулаков и строителей шариатов исламских государств, есть
нормальное, меняемое, демократическое, государственным мышлением общество. То есть у нас много здесь чего. Потом мы занимаемся разбудулачиванием Бехмобила, тоже. Ибрahim, мне звонят, я должен Дерадикализация ответить. наша. Бехмобила, я Да, отключусь, да, Ибрahim. да. Маршал Алола тебя. Маршал Алола. Дел маршал. Давай. Ишт, короче, ишт и бола бух. Ишт вухарой. Дуахтагу. Шенла. Комментировать. Ле малела, что. По факту жвак должмац, просто элементарный вопрос, и чу их надо обезьянига, деламига, скорее всего, цуниса, жвак Хубашкали üç oğerkel конституцийна и до док схватенел имарата на юка эльш, короче. Социализм, что сон ледах, что там оган бовто, хабар и губ ваш, так хабарду и вообще, да, со пьечу отцу И манипуляции ламаху, чтобы не ответить на вопрос. Ты сразу переходишь на личность и Я-то упрекаешь знаю людей. свою разницу. Я просто ему хочу, как бы, этому человеку, который там ходит, тоже еще хочу добавить, инценс. Уже хокон инценс, а им штег диц модела кузав. Чедаги переживать день, выплюнуть день уже там по 10 раз. Но куда-то запотесть день, резко, короче. Кюрчо, хунадин ноги, цабусудин дахвату дуй, шат дахвату дуй, хунадин дуй, херхамилш. Там что-то возомнил тоже у себя. Сейчас заживем, Бог, да? Просто чтобы он тоже там извилинами подвигал там, и другие слушатели там. А так, Хайрли Луксун прекрасно, хай, кузашайл разногласия, хую, хакер просто как бы концепция из-за неживучую. Эмират Кавказ, надо отдать должное, эта концепция, она не жизнедеятельная, не жизнеспособная. Поэтому она закончилась. У меня есть другая концепция, где можно там такие сделать. И видите, я же говорил, это неправильная концепция, видите, мы же говорили, у нас есть другой вариант, который такая фиша бин, его действительно Горской республики, Имарат, Кавказ, я сразу лергахиет, короче, кефиршин, Горской республики, это нормально, там не один, уертер, кавказских народов, уертер. Ассоциация Рихуерис. Ага, это Федерация народов. Конфедерация народов. Конфедерация. Типа, оно по ушам кефиром не бьет туда-сюда, ой, на один дуй, на шар без, ой, на один больше. Типа, войник хер не садю, хер живучую, хер жизнеспособную больше. Короче, опять в эти дебри, короче, общество. То есть общество, которое надо пробудить вообще, надол от стира. Их на 1400 шара, никогда в жизни гиндо, что гум ашуете, тем более, тавандер. От Российской Федерации, квокела дух, что вы короче, кера хума, я понимаю, это держава, экспериментировать, да, ишти, концепции, кера хума дочь по всему миру преследовать деш. Холдуненчу, аж бубошку, санна бусурная и концепция осуществить цели. Дадол шмакебе, палгар, яхлоил, шумдат. Дадол цу идеологии шукрер. И политический ислам из-за полностью трубаю это идеологию, это государство, цахули чумдуэс. Я абсолютно никогда чувствую, надо специально юкой системы, то есть вы видите, разъяснять, что куда полностью и не халерца, и наш тут есть чубисен. Вы общество вразумить, не с русла чудах есть, еще хакер, самуня, динаги, мышь, ага. До чуба, короче, у вас есть шанс
после войны в Украине окончание как бы выдвинут на повестку дня чеченский вопрос, но только приемлемом для всего мира, короче, в таком вот формате. Эльчат, ага, вы не знаете истинный шариат. У нас есть истинный шариат. То, что у нас в 97 году было, это пародия на шариат было. А у нас есть отдел по религии вот здесь. Там Алим Паша, там другие. И все этих, короче, связанные там из Турции, Египте, там Аравии, свои братья. У нас есть здесь правильный шариат. Туда-сюда, Богша, это просто твою халаца болич из одного вот этого болота в другое перекидывать без хоклины янчова, хум дацадавы, хумдугар. И я не знаю, честно вам говоря, эти люди делают, Сколько времени, эти если люди, эти люди это делают умышленно, пытаясь путинский заказ в 2002 году сводить, шадок и как бы му Эрдоган обслужить, да, умышленно, либо они действительно там подсели на это через 20-30 лет после всего этого. Вот волна это подсесть им бокола, короче, это самый низ шариат, да, лорду. Да, тигах низ кигдуах шерду, низ корт буах шерду, туда-сюда. Что им дух покажешь. Диктион садохш. Хирург хавален, чем мату этот, ах, когда да? Ишта, кирду царь бошлик. Вообще, так идея госигюха, а вот он сам получается. Вот идея хака, экономить, все бордил, от печки надо плясать. Конституция 92 года, как ее поменяли, на каких законных основаниях ее поменяли, статьи. Юйте, бух-буйте, бац, пошли вон, что все незаконные, аж вот шариат, дартига, незаконный. И говорит, ешер уже, оказывается, лоуза ешишь. Ибраим, Тяхтуют мегарду, когда покажи, хавали, иди га, хавал, ахау, и уйти, ахиллак, яндербио, мат. Мель депутат, список, говорит, сколько там человек было, кто голосовал за вот эти изменения, имели ли право они голосовать за изменение статей. Тут я задул дальдатис. Не имели они права. У народа спрашивали, не спрашивали. Пошли вон. Тут юдах не ждать, тут нам должны вернуться назад на эту конституцию. Так, он мекатан, да жду и бешлик. А я сказал, мы 90%. А вот ты боишь, они не идут к Так, нам. пошли вон они, цацак, ница умять, хуючи, будут ходить там ладить. Так, дадись, а незаконно, и не резега, и почав, что демери, и гезри, мою цигар. Он Ибраим, богу церква, там. Ибраим, Хазян, Юхул, они не приходят из-за того, что прямой вопрос Лундео, который им не нравится. А это именно, чтобы они объяснили, чем отличается исламская вот это и Эмират Кавказская. Сундела жбоуд евреянца, какой подход для подожди, а именно какими инструментами они будут довольствоваться государственными, если аккуратно подвести. Потому что это такие образные... Вообще там Сундел, он и уходит от вопроса моментально. А вы что? Те политики, видишь, но вообще там мискнешь, это типа это не наш уровень, боже, это, но хотя бы молится, и боже, Бельгия, короче, и хатув, через вот таких-то, неграмотных, недалеких, вроде это, дик уэлюхопан, его винить там, вообще, гушлукхан, как правило, Ишт-Нешвугин, образно Ахма бин Нешвуи, у них, как правило, как говорится, дурак думками богат. Все равно цахом цахеш и когда ты начнешь образно копать, и мы поймем, какая логика у этих людей в плане государственности. Такие подходы, а легче, я думаю, можно было бы выбить побольше информации. Это чисто мое мнение. В следующий раз ты тоже подсадить тогда можешь. Не, ну ты говоришь, ты им вопрос ребром ставишь, и они сразу уходят оттуда. У меня не в их компетенции отвечать. Я алхиет солнцем, может быть, я и не прав.
Соцсети бюсти кёльшу масера. Я очень внимательно слушала этого мужчину, который вот за Закаева там выступал. Конечно, это закат Закаева, я так думаю, и чуть сочува этом тагуис. Каким образом Закаев, интересно, боролся против всего этого? Фокал и повязкших кончи, и лопты, халаверлялер и варц. Так, ни одного, вот я сейчас вот... Рух барай не зюхиан, мы шаргват, что вы бош, ахен, инак ивац. 97-й год, да? Ибах он никак, никоим образом не противился этому, наоборот, они втянули эту нашу республику в этот шариат и в эти расстрелы на улицах. Он сегодня, Степан Ильич, вот если учесть, сколько осталось тогда, которые были немножко хотя бы у руля людей, он, можно сказать, их на пальцах пересчитать, он один из них. Фактически он несет ответственность за то, что тогда творилось. Вот с него надо и спрашивать. А он сегодня, каким образом, интересно, он мешал, вот мне это интересно узнать. Вот целуят, а морцахалар, ма тамамс оларк, юат амар батсуно, я дочь что гуолска, Бог доказ. Социальное положение вообще даду. Еще люди, которые хотят сесть на потоке, и там дина, мох, дина, то битьем так-то не молится нас добраться до этого кресла, до этих потоков. Кеума дегадуш бацать, Леха, кам да цендега, диан да хазна цендег воду. хазна куду хашон эти тактик ятин цавану халило шро чу яқи шенерати чукуюси раз ара яқи. А вы тут сидите и доказываете, что я не прав. Все. А мы сидим, доказываем, приводим доводы, аргументы. И цели тактики, подлый тактик. А так чё вели? Если принес что-то, хочешь доказать, привести доводы, оставайся до конца и доказывай свою правоту. Видите, еще раз? Так вот, доказательство, оно есть как раз таки в точности да наоборот, что он был причастен к этому. И интернет, видео, ё-моё, шварт. Интересно, где хотя бы есть одно его выступление, где он против этого шариата. Пускай они покажут его хотя бы. Ладно, может быть, нету нигде, где он за него, но хотя бы так, чтобы он против этого. Каким образом они сегодня могут нам доказать, что он был против этого? Он был тогда при власти, значит, он был с ними вместе заодно. Хадешу Кадала, у него есть высказывание против Эмирата Кавказ, против ИГИЛа и против ваххабизма. Но дело в том, что Хакайра, официально Хакайр и государственный отдел по религии, там у них официальная религия – это хабашизм. То есть она как бы стоит в конфликте с ваххабизмом. Ну вот до войны в Украине что-то там поменялось у них, что-то пошло не так, вот непонятное произошло, и они как бы теперь пытаются объединить этот хабашизм и ваххабизм. И хабашизм это то же самое, далеко не ушло оттуда. Та же самая идеология, просто они более хитро подходят к этому. Самолт мои шатся, зюкуш маде и слишком, слишком, как бы, уже это слишком, вусобина. А молт ешаров там, типа молт еша нагарду, из-за наук, сюда, бошта. Ищ подход, дитер. А ваххабисты сразу рубят, что молт маеш, зюкуш маде, туда-сюда. Эти как бы... Ибраим, ты хочешь сказать, что эти выступления против были тогда во времена шариата, вот когда его устанавливали, Цухайнаин выступление, чуешь, против ИГИЛа, я не удивлена, что он... Так вот, о чем и речь?
О чем и речь? То, что его посылы, которые он сейчас посылает после того, как все это полетело крахом, еще бы он поддержал ИГИЛ. Я просто не могу себе представить, чтобы, сидя в Англии, он его поддержал, например. Это просто на лету переобуваться, на ходу вот так вот, понимаете? Просто в прыжке переобуваются люди. Короче, Вай Бартолич боится Джамаатчи. То есть ЧДП не дает почему-то, видите ли, Джамаатам объединиться и провозгласить или установить, начать джихад, я не знаю, что они там собираются. Видите ли, им не дает, оказывается, ЧДП. ЧДП Мостри был. Мостри, он ЧДП чабал. Шнаха дегте кигш гучо. Ока харадер, ока вазадер. Жгуча его, сам мы показываем. Тунде ног дуцанович. О, им бы хотелось Тысяча сегодня... раз. Тысяча Цан раз. лучше году. Тысяча раз заявляли, и 1001 раз еще заявляли. Абсолютно отстаивать от исламских государств, шариат, полностью о них забудем, если они оставят многострадальный чеченский народ, его какую-то политическую составляющую, и устанавливать в Дагестане где-то свой халифат или исламское государство, в Бангладеше, Бусулна, Болчига, да, проблем уже уже, например, Турция хороший плацдарм. Там уже государство тебе просто надо конституцию вычленить, уж иман чубахкин, ЛДПР тебя, да, ехать. Это тюркиш. Короче, выдавить, значит, тебя, да, личан, и юкцан плацдарм, да, халифат. Турция, ЛДПР. И свобода, из юкцан для халифата плацдарм. Из-за юкияшу, но извините, если вы будете на вот эти ножички, в крестике, нолики, на нашем полутрупике хотите играть, бехмабиллаш. Мы не хотим, чтобы вы играли на нашем дактер или полудактер, да? То есть нам придется за себя как-то будет защищаться и так далее. Цунделла, что мы будем немного как бы в конфликт вступать. Если вы не хотите этого конфликта, зачем нам лишние конфликты, какие-то эти оуша, науклончи, это сдадан. И одунен чадел, хаделлах, что бусудна абу. И дахват дай. Аллаху это бойлахшу. Полностью. Шун дуа дидер, дахваттин, тигер халифат, байрахша, халатюан. Полностью шей паспорт, шей технологии, шей тигер, дахваттин, тигеру, аш визио, это حول حدود بوز عودلش شون تخينا إيش دعوته يشلش كنا شريعة كي بوصل بتش حلقة فز ويزن شو ما يأتين أشلاقة يخش بروست خزا خيج تقول شتوخ وزا كتشور دوقة إنه شو أشبه نوخشي أو يوروبير دعول دل أشبه نوخشي شو دولشي تدع بيحكين ويتسن نرمالنا شو شريعة تعير ده أش حاجة يتيجي تمام دعبان экспериментين شهادة كبيرة. А пока вы будете на нас, да, вот многострадальном чеченском, который и так мир битен, шемахка, лахка, лехтен, окуза преследовать, даже хороший русский шатыхахет. Самый первый такой деталь, самый первый объект нападков России, Россию, которую никто всем миром не могут смирить, в их вот этой цепочке, в их всех вот этих потенциальных жертвах, самый первый механизм, что ночи будет давить даже по всему миру. Там моей тренировки, шариачит, ибах, шуншайн, дикмаду, идите в Бангладеше готовом, там где-то устанавливайте, Непал, Юха. Дукха, это кеги, диар, кеги больше, духа, нахбу, их много, там можете вместе с ним. Иштибах, короче. Вот, пожалуйста, дал эту больше, Аллаха эту больше. Амма,
Ошнохчи политический, рул плюить шохкуза. Просто баркша дет, шубага хвиш, ин айр, вариант моя, ашу дит лица. Аш игур плюить, аш тацарата, и хум нешли, луш, шари аячи, мари аячи, чтобы нас здесь потом полностью, одунян чуаз, хую цаху уген полный, дис наш зачмарит ден, цугайста, куок алла дехангат, Прям, حكومة قي وزردي تبيد وبسيدة نضع بنات شو دي تسونا ووزر ده مبير Ибраим, Бяхмабилла, можно я скажу? Первый раз на ЧДП выступаю. Для меня, вот как для новичка и для чайника, да, во всей этой системе, да, ЧДП, вот это вот закаевских каких-то движений. Сегодня ваш разговор поставил точки конкретно над «и». Я считаю, что этот разговор давно должен был произойти. Для таких, как я, кто не знает, какая идеология идет у ЧДП, какая идеология идет у других каналов и людей. Сегодня я поняла, что ЧДП не имеет никакого отношения ни к закаевской системе, программе, ни к будулакам, ни к каким-то радикальным, да, вот этим вот каналам, которые несут. Я считаю, что этот разговор давно должен был произойти, чтобы люди для себя понимали, что ЧДП не имеет никакого отношения ни к Закаеву, ни к тем, кто преследует шариат. То есть это по-настоящему демократическая партия. И я думаю, что это давно нужно было сказать. Баркалдери Исхалю. هنا فلاتشمان داتشمان قهول غايشون إن سو إس إيديولوجي دعال هنو إلش قدوكما يوش داتش كاتش ويل نشيش كوارت هير باقة سون قوش تجا ديكتاتور تاني وين يوها حياوشك وين نوخش قام بسوي بريود ميرش قام ده وين صار ديكتاتور هون يال مو يالو شو صار تيج تاينس نوخش ما تاي دوش كرات صدق صار بودلس تياتور такая низкая подлость их идеологии это в том, что они Иисусом был на обуй, он дохала тацахутыш со своими планами, со своей этой пропагандой, со своим видением, со своим доводом, аргументом, доказательством и так далее. И сейчас тацахутся, он дохал хотуш гмилу, да, снаксан сурез вац аж дело шуман. И не снял бат аж مو بس حدال دحلو أولي قيت شو يتعطى نيسكس ياتsa ليلوش وين يقع إتنا وتحير وولسيت سومن دال دحلو أولي إبهت بيلون سباب سامي прячутся за этим Аллахом. Тут не беда, мультин дагёж маугли, тича сашархани таджал зуджада ташакалёнок. Итна адатерло эна. Шархан и адало чи мы пойдем на все. Итна будешь. Он бу. Дех цадит бош. В исламской политической идеологии есть одна догма, религиозная догма. Догма Бокуду Ашита. Это нерушимо узаконенный на все века аргумент и закон. Ты не можешь против этого идти. А мир всегда во всем прав. В нашем случае это пускай будет президент, назовем его, председатель назовем, премьер-министр назовем, не имеет значения. Этот амир всегда во всем прав, и ты не имеешь права против него выступать. Видишь, и догмы цанука, идут язык, исхалир ЛГБТ, исхалир хадстак, бьютак, то не можешь ты против него идти. Вот на этой идеологии пачал Бог, был нахуй шму цантяхуттеруса. Мяш шу Бог, дел шу, хильш шу цантяхут, ишмаяца цани ау. Мне не нужно, чтобы мной кто-то понукал у себя на родине. Мяшта, гусаде, шла мяшта. Да, муласу, ишт мяшу, висхайчу. И ютер идеологию, цаваню, халил шмухичун, и адати. Совсем чуждая идеология для чеченского народа. По ментальности, по культуре, по мировоззрению, во всех отношениях чуждая. Вообще, Рейсун Энхев Хэшун. Исхл. Вестхел, Альберт, я после тебя скажу. Я просто дополнить хотел. Там вообще ехать Халцамек. Ну, явно нас разводят как лохов. Тажим ехать, тажим
Да, Сахач, да. Ага, короче, вот здесь нас разводят, вот здесь нас хотят куда-то завести. Там, ой, или Хейкл, там мудро. Куда наша делась наша мудрость? Куда делась наша какой-то... Вы всегда гордились, да, вот там, мудрые старики, что это? Садок, это вот мудрые старики, вот они сейчас сделают вывод, сделают анализ и вынесут решение. И где это? Где они? Где решение? Мы не видим этого решения. Куда это все делалось? Поэтому мы как-то должны собраться и есть отказывать потому что мы уже летим в пропасть. Исполнить. Интересно. Hausishun hu erghet хаешун. Ладно, хилита ир царь и тор и шариатский республик, да? Ладно, даже это было не так страшно, царю Ахлилу Дулинок. Вот эти вот публичные расстрелы людей, помните, на площади 3 дураков, там расстреляли женщину и парня. Я этих людей не защищаю, но их можно было бы их как-то под вот это средневековье, которое они привнесли в наше общество, да? Дол дюни ададеш. Дол дюни ададеш. Они и сегодня каким образом он пытается реабилитироваться? Вот сейчас мой мозг отказывается это понимать. Каким образом? Даже если эти люди военные всегда хыло, допустим, но мы публично не убивали людей. Массана гагуш. Показательные казни не устраивали. И каким образом он сегодня, вот я еще вот один момент. И ладно, ведь да, там где-то в Англии получил, видно, жительство у него, не знаю, что у него там, его приняли как беженца, дали ему этот статус. Хорошо. Вот это вот мировое сообщество, да, они тоже в этом же средневековье, которые с ним якшаются до сих пор. Когда я вижу, что его где-то принимают и пожимают ему руку. Я думаю, походу для меня они то же самое, что и этот Закаев. Вот я их никак от него никоим образом не отделяю. Что я лошу. Эмоции. Ну, давно уже надо перестать идеализировать этот мир. Мика, اشتي مسل دالش دوی شریعت الخیل مخیلیر و دونه شستمش شریعت دعوت تشش دم دینیری شریعت إذا دیرش وجه دیرش هیچ سامرک الدیت دوده سعی کول خایم که یعتقید شم رو سام بسویس ناسون گینا بات قیات ها شریعت داتر إيش تقول شریعت يونس نايبتي بزانو рассказывает каким на самом деле чистым бывает шариат. Видите, что старая песня по-новому. وصابدي إتسانا مديتة تكون إيش تلبي تن شريعة قدات هر شوت إن إتسانا مديتة تكون هاوس إتسان مديتة إيش تخبش ها إناخ عشان باتستك ديسنا إناخ خيتش باتر إيش بصوب باتر داجة إيدو صدو كان تشتم دبيت تبع. Ну и Алгешта сөзім. Царь Наксан, если они отказывают образно признавать халерник шариат дацер Бога, значит, он автоматически признает халер был инаха, которые строили этот строй, значит, они не мусульмане. Астакуш Мюшбар Бютон, Бербар, Закаевская команда, Сулейманов. Я это собственными ушами слышал от Абу Заида, когда ему человек привел пример. Халда Мадарова шариат, и шариат. Хорошо. Да, Ираги. Цахуль, конечно, люди, вы знаете, вот есть такая поговорка хорошая. Любого человека можно обмануть. Умного только
с одной разницей. Умного ты обманешь один раз, а дурака можно обманывать всю жизнь. Вот так они нас за дураков держат. И шариат, Мика, да, сай... настоящего аккорду. Вот, понимаете, опять вот эта вот игра прикладная, это только игра. Рвутся к власти люди. Toisen saama Мика, litaan бяхнул бела. Мика, я не знаю, как они собираются реабилитироваться. У меня нет представления этого. Очень легко могут реабилитироваться, как правило, ислам дин все, начиная с Макалова, все они реабилитируются вот на этом фоне. Масарадат ихом дей чани и чутет чани, реабилитация милуа докла инструмент на реабилитацию милнаги вагаишма, и мы должны не просто видеть, а обозначить, вслух об этом сказать. Это исламский политический, это идеология. И инструмент, вот когда мы поймем, что нас бьют по голове не дубиной, а молотком, называть это молоток, а не пластмассовая дубина, а молоток исламский политическая идеология, которая рвется к власти. Сега дють побачмадати. Сай леркшн хазасну, когда человек спрашивает, вахал дама дарис и шариат дервая хиллак хаун важа, когда начал приводить, и ахта шубу зайдубу, и шариат датер. Он исцакетта. Салинак шариат датер. Бачу қиятри. И нахтун юхабун. Иту яолчи схен, и нах мабуцун гунда, и шариат дахот ицхеншка, и дахотин бол, и нах инца дин мабу. Это свои противоречия. То есть рассчитан на лоха, просто на лоха. Но Бяхма был, я не лох. Да я тоже, да. Никогда в жизни я больше в этот шариат не поверю. Мне хватило этого один раз. И вот это вот... Он ахсухуал я вчера. Ой, вылетело из головы. Багда, где свободшины? Не, хабарду, я ценс, он сцене не учен, что когда отстал лечтина цархалерник шариат, да царбохи, нам тогда надо ум разнобить, потому то, что значит айнах бусолбца голобох. Если из этих людей, которые строили это государство шариатское, они присутствуют и живы до сих пор, тогда нужно их вызывать на связь образно и говорить то, что я цешу бусолбдац бог. Сунца хутезис хрю эцумонто халерник шарх да цар хинслерник шарх хваттурдулай. Короче, они предлагают нам экспериментировать без конца. Мы построим другой шариат. Вот и так до бесконечности. Что, такой вариант нас должен устраивать, так получается? Мика, идем до еще другой довод. Они нам предлагают вариант, по сути, вариант, который в мире нигде не работает и нигде не существует. Если он даже существует, то в виде того шариата, который они нам в 96-2000 годах построили, например, Афганистана. Но еще хуже, лайт вариант, то есть они предлагают систему государства, где в мире на планете нету экспериментальный кролик шум, да, опыт. А мы вот, люди сидят адекватно, предлагаем систему государственного образования, где работает и прекрасно работает, где люди живут хорошо, и туда приезжают сами мусульмане жить к отца. Мы предлагаем ту систему государства, куда они сами больше жизни хотят жить. Ради Аллаха сюда приезжают. Абу Зайд, ты же не поехал в Афганистан справедливости искать, просить помощи. Ты приехал на Запад искать справедливость. Помощь попросил у Запада. Уже динчер арви Аллаху дуквахак. Ты не мусульманин, ты не тагут тебе Аллах. Ты уже нарушил первый постулат своей религии. Я дочь на Абу, я призываю, ногчи аудал махил. Ногчи сейчас аудал сейчас. Я мадайте сейчас, снарек. Абу Зайд,
вообще работник спецслужб. Нохчеватцы, Татарин, улиц, Казанский. Оттуда их всегда засылали. Сын, что его слушать? Идет, пускай своей дороги в Татарстан и там строит шинла, строит здесь шинлоги, да и та церцига. Леха, Шариат Юра строит, что хотят. подчеркнул Далудесу, дело не в личности самого этого Абу Зейда. Он метом Абу Хилмек Шмавари, но в данном случае он, мы о нем и говорим. На новом месте мог быть что угодно. Это же идеология. Любой мол, дин чудетегуй, и спецслужбам болбешук. И дин чудетегуй, мяща, молу, чугоша, интернет, чудетеш, будет цейр спецслужб, белой букуш. Изам гасом. Шей удостоверение, кисанбяхкан. Там зарплату получают, и здесь еще получают. Нас работают как бы двойными агентами, душаш бож, хотя они агенты России. Дючтег и снег цахул, а лилоштег на 180 градусов совсем другое. Вайн хадючтег. Россия дючтег, духцар дючтег. Но это по факту, с Бога. То, что нужно. По факту они там хасхабашлюч. Россия дючтег деш букаш. Всегда. Шарватер душается, а вот дешер Абу Зейд Милу, татары, ну казанский, идет там пускай строить шариат. Вот что нюхай алилок шили уй, а ще сюлиш больше давал сега строить это шариат сега. Вот министр иностранных дел уй шагала махдавал сега строить наше шариат еги, пускай представляет их. Воем дать сега Кавказ, ега Кавказ халават, это шпарт бабу, это чуя, это диснек, да, смелуй до даванок, якутские алмазы. Климатина. حلوتير ببوخ كفكاز يك أمنش حلوتين أشخدنا مارشو خليت شين الخوشتر دبوخ دعوة سان حلا وستو بادي شكل كريندل أخ إيش بولشو تيا نوخش حلوتير ببوخ أشخدير يرك أمنش مارشو خليت كان خديرش وي كنت واشدو قيمة خليتايز دال خليتاتيك دال بوخ دو تشويس وي كنت واشدو ديك كام وي مارشو هنداخ ديشتو Его слушают, сидят эти идиоты, сидят чингладуш, ашу, и бахке нах бой койнешних, аш смети. То хують, ладуш, бац. Это им в карман сунули по 500 евро, они там собрались, провели собрание там типа, и разбежались. А смертью кахи уршон дали там гарантии им, и не лазят там.Унде дотер, Леха гаин, звоню, когда ЧДП чабал, наха предлагают, вот, душун, дагоич, болбеш душун, вот видите, вот она работает, вот видите, вот они живут, вот видите, вот у них как все хорошо. И системе предлагают, дагоич, что и системе, нам взамен предлагается несуществующую систему, которая уже 1500 лет прошло, не работала никогда, что тогда харш. За 1500 лет, если не работает эта система, почему думаете, что именно чеченцы это сделают? Доказано историей арабского мира, что это не работает. А я араб добавит бешу одним концом, что добавит бешу, что день цены добавит беш. Халасаем прибалтийский государств, дух конец, ой маршал лучше, и требовать, ешь мой маршал, ёк, шайна, иш эрбу, бух, мы где-то на одном уровне находились с ними. У них там 500, по крайней мере, пенсия у них 500 евро душ, аж букаш. Почему мы не можем выйти нефть, у нас хотя бы нефть есть, труба через нас проходит. Почему мы не можем у себя сделать то же самое? На сегодняшний день 500 евро это нормальные деньги. Кредит, согласен, что почал, что заработать ничего. Аж букаш. Что мы не можем то же самое у себя сделать, что ли? Хаспорт, или нормально, цель, оценивается Ландсбергис, больше, ваша конституция намного лучше многих европейских стран конституции. Что я хундачу, бог, закаиваю. Ага, мы будем строить шариат.
Да пошел он со своим шариатом куда свободное эротическое путешествие. Закаев и зудри кот и цаэльч аташвачник цаэльч. Зудри кочуан змети тезе туартюк зудри шукаха дигер и кочуан еддян лишул трубл. Суамети вайтен вари асувает нири сувает нири бош. Хайоцевич просидел там, штаны протер там в Англии, там от Милуации, секретарь Совета Безопасности Хилоц, у него хрен, там просидел там в Англии. Ёшки, шасати, что-то сожжется, вот делал вид, что вина шаэль, велля шаэль, повесится диналь, и виден Курбина в ухо, ёшки, арца больше. Самым Алиш, вы, я не знаю, здесь у нас спикер, там, председатель партии, или как там называется, вот, кто-то, ну, который представляет нашу партию, и который хорошо все эти с датами, эти факты знает. Я знаю так, но я сейчас, у меня все перепутано в голове, что вначале было, что после Шунмасана, даже последовательность хронологическую, вы лучше меня знаете. Может быть, его как-то пригласить на дебаты? Официально ему сделать видео. Никогда он не придет. Пускай он откажется. Дело в том, что надо это сделать, пусть он откажется или отмолчится. Понимаете, о чем я говорю? Иди, Саня ведет стрим Мелуэзова, юристу Бош, адвокату Боша. Я попытался зайти туда, чтобы там задать вопрос. Там, во-первых, надо, оказывается, зарегистрироваться. Он Мелуаль, а я задешал. Свои данные все дать, паспортный, размер ботинок дать. И еще ты должен за неделю, за 5 дней ты подписаться за 5 дней, чтобы они могли тебя пробить, проверить. И какие-то вопросы будешь задавать. Со всех сторон. Стримишь, букварш. Никаких вопросов не задавать. Только спикер и он. Они беседуют. Где-то я не имею в виду даже стрим какой-то, я не имею в виду сейчас Телеграм или еще что-то. Я имею в виду конкретная встреча. Физическая. Это не работает. Он что отмалчивается. Они этим занимаются все эти годы, отмалчиваются. И призывают своих сторонников с нами бороться. Закаев шейтан стрим, массан хезду. Шумадо Европа эдершка аш соучби кирадега пачалдал хума дакия шинт илос шун аш иснах аш хунтасас побаат шумадо Европа эдершка. Да. Эти истагит худуются да ишти бог, когда человек призывает своих адептов. Сейчас. Серьезно, когда человек призывает своих адептов физически с нами расправляться, худеете его хоть. Мы заходили к ним, пытались задавать вопросы, найти общий язык. Царь Олхан, ходелах так вело, атеисты, демократ, бьёхом и закрывает тебе микрофон и выбрасывает. Он яд, а дешто хатташ дал жоп да царь. Гуч бол иш Хасан так чуявяж да хатта долит. Гуч бол шле царь алдиш сахот ханис дат олилош так хатсум ду то дант и адатлоечна, шон коч да кечна до алиш маят царь. Дал адахал учекта, дал Бог, цабог царь, мика ас Бог, я так вижу. Иштхалиезвая система. Ишт хунго, метта ажал харюшун доказательство, метта болбя шушун систем, метта нахи систем шен дахуатина идеологию, хали там дик бех шнах бушун да гоч, даттер и масалш далда. У них есть что? Верьте нам, Боже. Вы верите в Бога, Аллаха, и также верьте нам, потому что мы Его представляем. Мы от Его имени говорим, Боже. Так что ты что делаешь, что так Бог, что сразу халаих, что делаешь, что хотите, мацаолит, сам цабя, он цабя, одела велоолица, одела динчур арвок. Вот на чем манипулируют. Это адина война. Сонде асбо Уэкам дуй пока не научатся, не наберутся смелости сказать, религия не должна вмешиваться в государство, что дахил религиозно, дин дел,
Лило динча лило диштек лило почалчо камхерду. Не быдло народ, а образованный народ, который хочет, как он и где он будет жить и в какой системе. И что надеюсь, возникает. Да, можно сказать, да. Тойден, чтобы им не верить, и для этого много смелости не надо, можно просто не верить и помалкивать в тряпочку. У нас народ просто какой-то, я не знаю, мне тяжело это признавать, но мы настолько недалекие. Или мы прямо, как это еще объяснить это все? Недалеким, да, царвай, кита, шуман сих тяхко, что талантный дуэ, по сути, но динц кирина ой, снах. Дин чуар вакка бош, кира дин. Is dins tajim wen ha do din michalilo diza michalilo diza itsumant awen tajim sakort mawqat sahiq al khwadakh dakhita do no ama is dins sat we manipulировать дечь wadakita вайца кола том хербушку четвертый том хербушку 200 лет уже длится, когда мы поймем. На этой религии у нас все всегда срывалось. Вы национальный хомти до доллары уже дадут духа 20 лет назад доказательства. Доказательства в войнах. Можно же сопоставить все, прийти к выводу, вот оно последствия, а вот оно причина. Так, двинуться хочешь признаться в этом, что религия, идеология, ислам нам всегда мешала. Всегда мешала идеология, ислам почему-то. Потому что идеология ислам в государстве не работает, потому что в идеологии ислам государственные законы это средневековье. Там можно человека убить, закопать и сказать, это была воля и ради Аллаха, что духдаш. И вен гейтер в 96-м 2000 годах. А вообще, по большому счету, это не имеет никакого значения. Шариат и рияцари. Факт то, что они допустили это. Эти расстрелы на площадях, понимаешь, что и вот этих вот писащих контавир. Вот. И факт, этого уже достаточно, чтобы он вообще никоим образом не лез ни в какую политику, никуда. Здесь уже не имеет никакого значения, был ли это настоящий шариат или нет. Это есть, знаете, такая хорошая поговорка. Хотел построить дом в стиле хай-тек, а получилось хай-так. У них опять получится хай-так. Ну что, мы метя лехере с видео, цана метя, кикерца йохсони расстреляешь, и елчу чуквас еще гала инил расстрел шецер по шариату. Интернет шаиризм там есть, там в интернете гуляет, но пусть не дарит тебе насилие пить. Худеешь-то, что? И до куча они юбарцы, до расстреливать, на площади 3 дураков. И сразу Я лучше съемки щелчу. Сазуды канты расстрелять, и ноги больше. Да. Вообще кант расстрелять, и ноги. В интернете специально расписали соответственно в Ютубе. Юре, и чисто и хронология из того строительно это темер, что постоянно идишь, например, и Шемелзам или мудр, да, Шемелзам на дюн хадош моделы и религиозное движение, новейшие истории, со халкологом, удумил дудаса, точно бисхуп, штас, он должен дать. Вот Библодзам, например,
расстрелш, и ты помнишь, noch чоуши, а тем шбеш, на почве религии, дюч, хездается, а упрецхла бош. Вот он noch die Schuhe, wo noch die schwarze boш, noch чоуши бош. Schritt, да, твой проблем, на самом деле, раз в силу, да, цинцини, церцини, да, панданис, да, речь. А я политику, и уж замечу. Вот и я, да, хочу, да, религиозные почвы, да, воли ловой чуаха, именно, шемел, цинцполы, нахабекна, цера, отцул раз, шти, мхалгуч, досут раз, отцул занят, это лават, и шемел, внутри вот чуть-чуть, синий, да, он, и новши, и ярче, ваши, и шабов, не тебе разугерч, и язычество, а я ты герч, он, дочь, тахтанксу, новчтя, юлтака, Iso in ook short bij boer, je daar reis snel kan dat ik leel uit model is denk dan business work in Google dat is door als cel короче dat процент of 70 hadis населения ена وإذ غاز شن كالقي سنسو شا ودوان اتسان قواقي خز ويل دعوالس توسن عينا يستقى يوت أخصود يا دوخان يالي در полвека не прошло, да, я на моей России пошел. Советский Союз, да, его и в этом промежутке его независимость, я кое-что нахуй. Так его и чисто вот на религиозной почве, короче, и горские республики, и все-таки сам хлоп, она признавать яш. Из юга, да, и там его Советский Союз, Калкисин, Юлтах ишт и Сибирях дорогой Казахстан, Олсун, короче, и шабеги скоро олчак дойл, халкук и хочана, и Советский Союз, юг, да, юг, короче, веш машу, я квартиру, его на религиозной почве, ошах лютыч, оши гамдина, хотя сатвам выиграть, жолу там выиграть, потому что много шансы я сорваю с таким расколом внутри. Ишт на религиозной почве, что демери дорогите царвая. Ишти хронология более грамотно осандонца, а топорнаца ючишь более грамотно, что умде чудерти судя. Да, что декан даже защит. Хронология хвостич. Тут я само болбич даже зачитать текст. Что видеоролики визорс. إبراهيم تيك توك شو إثير وتنيا هو كنتي أشوف بيشين Пока ТикТок что-то Ютуб что. Ютуб фиш на ТикТок что пока. Не, я имею в виду онлайн идет на ТикТоке или на Ютубе. На Ютубе я в это обычно. Ой, что я не помню. На TikTok ТикТоке. شو عندك كريرال تيك توك شو عندك كريرال خيطون Да, что леле если там аильча. Да, тоже. Чтобы кто-то занимался там. Facebook что, леле канал. Facebook что был, YouTube что был. Нет, Инстаграм, ТикТок что пока я. А Сундару, значит, тебя, по-моему, 1000 подписчиков, а был еще, тебя эфирщик малолоем, так, образно, ты еще, когда ты будешь образно онлайн он вести, так, что ТикТок, что листать, аж, цена интерес хермаей, так, что листково чубахка, все равно дух болчан, лили, мацахай, ну, от телефон, что он сейчас разных программ. И ты сам мог бы тоже заходить и образно сега TikTok ча их шадуй и аудиторию накидать. Вы алспомяхал че дикторы. Уначе Козьебах и что цанец микселер может пригласить его урвать. Они просто настолько идеализировали его образ, то что типа такая черечь команда, как мы, для него точнее будет, ну, рейсер бас. У меня вертикаль власти, что
допустим, президент Туркменистана Селеров, когда он пришел во власть, там прошло всего лишь 3-4 недели, по-моему, даже месяц, да, они ему уже, министр Шабеш, Гулабел, они ему хотели назначить там сын народа, там, не знаю, короче, и должность. Он даже обалдел, говорю, я еще не заслуживаю это. Ты шеш гуна обучал, ишь ты, Адам, идеализируй. Ну, можно от партии, например, тоже обращение сделать, также в YouTube выложить, что этот человек системы, который расстреливал людей на улице. Понимаете, там можно очень много сделать для того, чтобы он себя так вольготно не чувствовал. Да вообще фотографию с Бараева и Хуаши, Камиль Уордсон, Саня Украхин, Шарк Дуч, Ашок и Шарк Уастер, что был. Да там все Ожог, они в этой деятельности, тот же Джамбулатов, но говорят, в террористической деятельности против президента Масхадова участвовал. Тот же Идигов, который полностью подлогин конституционный, подлогин энергии. Он много о чем можно, и видео, и ролики, и все это делать. И главное, все вот эти деятели пытаются от имени нашего народа нам шариат провозгласить на весь мир. А самого ты из них любого спросишь, они, не, я вообще не такой, вон чеченский народ, он хочет, у него, знаешь, да, это не я, это вон чеченцы. Чуянгелагвата 99% бусал будет цен веш дуербош. А опроси двенадцать сега бюллетень шлайса квестен центра. Может им Кадыров нравится. Я Хорватин до Шеркантя и Кадыров им подходит. Шерки шабу и там верили шерк и марк и там. Какой шерк? Что юстиц? А вот это до шерку за. Это европейская часть мира. Вот это саму вот почал вот это дать. Эти бомжевати иду на хабяк, это халма хиллер. Первый он дальше бол бать сума я цазар плач да сума дать. Что мог крабда. И школа, что преподаватель, что наш подал доктор. Социальные службы, как вы собираетесь там, и откуда деньги брать. Опять вот это ездить, но ты вяльчик, машин ты рашнаш дохш, и палки годовки шо. Опять вот это копать ямы и хуюзе конденсат вытаскивать. К этому приведут они. Потом наш лечу с булурбу, а я дикашу, я воду вес бош. Табох, Леха, Хотапиет целило, что Казахстан, Запада, хороший русский шмабуце напа. Цац хаше борт мен халсан из России, говорит, Абох. Киома да Цабохком. Сунде мой контакт, цац. На каких-то форумах народов России выступают. Дают интервью хорошим русским. Встречаться, Ходорков Ломаев. встречаться. Хороший русский бац, хорошие русские, массу букаш работают под ФСБ. Ломаев не вылезает из этого канала Хардаковского, лайв-канал, что Айр Волш, хиты шо. Что цапяхтакуй цалило, что ломан. Война, бусул день дюет, что твое делает. Контакт налаживать. Якутские алмазы бошек юха ишу. Уайкримати на хвастерду. Ашхудин кукамнашан маршуил. Уасхун был ешу цан маршу шанцан вирсагалчис. Вместе с хорошими русскими. Перед этим. Israel, jag vill alla bättre än vad som Reelons, dat zijn het eerste dat weapon niet. Diesel dat. Kafkaziak anders kwaster doos, goedier marsho yakschen.
Так, ногче халутир бубо, война халутир бут, ах, вастерду. Шхудиро каннашан Кавказя маршу елит, хилица. Все контроль, что цан маршу едется, а сундалиш вон цан маршу якш. Но бабан чули ган я понимаю там и зудри беш, ода да дой что шел. Да чубигер я около герс ха это на хойшон. До сих пор отмечать я жмукуш. Уже 2 месяца они в этом году отмечали победу над боевиками, бош, аж свели. Тунах цаумадин, тунах праздник дин. Лиеш мукуш, оуша медаль шуш. Инца В унисон с хорошим русским строят новую прекрасную Россию будущего. Я такой. Але ты ж масал души юата. я хверся Ходорковский, шавер сингра, Это ба я такой шпекба. попрошайки. Да был украинский журналист Алхавахов считают, что в унисон русским они рассказывают, какой плохой Кадыров. Кадыров это, Кадыров то, Закаевна во главе всего этого. Цабо Закаев, Кадыров и Штару, но у нас совсем другие проблемы. Цадюц, ногчакам цадюцу, вайхиллак цадюцу. Он рассказывает, что Кадыров, и то им же сам занимается хороший русский. Яшин здесь, Хардаковский, так. Теперь хабар цадо, ой, моя, инах цан буле бацоли, ой, моя, айцуман. Или это совпадение? Нет, не верю. Тунде решай, барч беш. Ариюк, хар пачак, шухерю, а республик, шухерю. Ну, сообща будем строить новую Россию прекрасного будущего. Идут цавен, дофлег. Русским рассказывают, что Путин во всем плохой, наш. Это путинская власть, Путин везде плохой, чеченцам рассказывает. Кадыров плохой, это Кадыров во всем виноват. Может, это что? На самом деле, это не Путин виноват, это русские сами виноваты в своих бедах. Это они выбирают Путина, они его ставят, они за него умирают на войнах. Цадюц, Хардаковки, цадюц, Яшину, цадюц. Не, русские тут ни при чем. Понимаете, Кадыров, чеченцы. Кадыров, чеченцы. А что лучше? Да, русские, Муратов, Яцах, Гнида сидит. Русские не выбирают, оказывается, себе Путина. Хотя они выбирают себе Путина. У них проходят демократические выборы, голосуют они. Они выбирают Путина каждый раз снова и снова. А потом нам выбирают еще и Кадырку. Но Муратов, Гнилев вот это, сидит и нагло врет и говорит, что чеченцы выбрали себе Кадырова. Чеченцы выбирают себе Кадырова, а русские, бедненькие, никого себе не выбирают. Их чеченцы насилуют, оказывается. Ибрам, вот масал шмадуан, хала дюхчана, кверц халя чажа, хинца бо из Хардаковской, яцаец. Как он нарратив сбрасывает в умы людей. Кадыров пошел против Путина. И это оказывается, если Кадыров пошел против Путина, это оказывается перейдет в межнациональный конфликт. А Ольма, при чем тут чиновник Кадыров и межнациональный конфликт Хардаковский? У тебя что? Ты вчера родился, что ты не можешь разобраться, что такое чиновник, который против идет, и целый народ в этом ни при чем. Причем тут межнациональный конфликт. И нарратив уже подготавливает общество такому, что Кадыров виноват, равно все чеченцы такие. Чубовчина, его Кадыров, а Чубор бушун. Но це юат акад дойш, ногче камхер душун. Они не будут разбираться. Они не говорят, он четко, вот Яшкина послушай последний раз, он говорит, что это банда, чеченская банда, во главе с Кадыровым. То есть они не отделяются, они хотят преподнести всем, что эту Кадырку чеченцы как бы сами выбрали, чеченцы победили русских, он так и говорит,
И русские теперь платят им репарации, все генералы прогибаются перед Кадыровым, и сам Путин тоже боится. Ну, подмена Да, фактов, подмена правды. И что? чеченцы гнобят Ей, россиян. Вот, да, что Сабо Хордаковский. Путин поставил, Путин поставил Кадырова, и чеченский народ страдает Сабовцу. Он говорит, Кадыров пошел против Путина, это межнациональный уже конфликт. Гошин хаму чутет штуца изберти. Да он вообще не должен никакую Кадырку в упор видеть. Его проблема – это его русня. Он должен обращаться к русне. Вы, русские, вставай, надо народная бошь. Человек готовишь. Давай поехать должен был в Украину уже давно. Не в Украину, а вон на свою русскую территорию, в Хабаров, уезжать. معلش حياتنا كويس. Мариуполь, Бахмут. Золотое кольцо. Золотое кольцо. Я в Курск махал Олашу. Курский, да, он, это же Россия уже. Он, когда приехал сюда, всплакнул аж. Что я здесь теперь буду делать в Европе? Как я могу вести борьбу политическую? Поезжай в Курск. Надень каску, надень бронежилет, 2 штуки. Надень, короче, керзовые сапоги. Возьми там с собой воинов своих отсюда. Ну, будешь Карамурзу, Муратова, Ходорковского, который грозился. Пойду на войну в Кавказ. Возьми его, берите. Вы что, ПБ, болтуны здесь сидите, сказки рассказывать. Я пойду с оружием на Кавказ. Иди на Курск сейчас. Шнырь, блин. Че ты здесь сидишь? Давай, собирай Ходорковских, собирайтесь вместе. Вставай, Гнадинок, идет война народная. Вы должны туда поехать, в этот Курск, собрать там, полностью проводить агитацию там русского населения, уже освобожденного. Создавать там батальон, как мы говорили, там имени шейха Алеши Поповича и так далее. Вот этим они должны заниматься. Эти здесь сидят, Будулак, что Гунадин, у нас батальон, Гунадин, мы возрождаем армию, Гунадин, Бог, сидят. И курки, шош, как раз райство шлютур, да? Райство, что был, сюек яхцах есть. Хороший русский убож, казалось. Связи, контакт, луж, там, через Хусейн, это двадцать убож. Сюек яхцах есть, вы должны в Украину ехать и создавать батальон освободительный. Это что? Райска юить, сюек яхцах есть. Ее сын, они должны учиться, работать в Украине, там где-то, да, развиваться. А мы должны своих детей, как дебилы, освобождать, идти в Россию, матушку, батальоны, понимаете, создавать. А эти будут нам лайки ставить и говорить там, вот чурки, короче, нам помогают освобождаться, бог там. Собираются сидеть. Поэтому, порядок перевернуть Индухуза с ног на голову. Вот это Яшкины, Пашкины уже давно должны быть в Курске, там проводить агитационную работу. Он всплакнул, иди теперь, езжай туда. Оружие российское ему отдать должны украинцы, там 7,62 или 5,45, пускай на выбор, ихнее русское. Русский бронежилет, русские керзовые сапоги, русскую каску, шапку-ушанку, ватник вот этот, надеть его полностью, зарядить, он там должен стоять. Что они здесь делают? Кадыров наш, Кадыров, сейчас там Путина всех, короче, их приструнил, наших генералов, боже. Здесь сидят, ноют, приехали и создают вот эту видимость, да, такие богатырьки. И что-то. Все здесь с ног на голову переворачивают, ноют, ходят здесь западникам, чечены их насилуют, понимаете. Ходорковский стоит где-то, ноет, Сагунядинок. Люди, выходите, молитесь Богу. Путин грозится напасть на Киев, Кадыров угрожает ядерным оружием. Ходорковский стоит.
не берет автомат, не идет защищать. Вон, видели, он там сидел, грозился. Я не знаю, вы видели или нет, цитирую его слова. Нет на земле не завоеванных земель. Кавказ завоевали мои предки. Пойду ли я на Кавказ? Пойду. С оружием в руках? С оружием в руках. Вуаля! Сейчас есть вариант с оружием в руках свою землю освобождать от Путина, от всех вот этих. Вы же говорите, оккупировал Путин русских, там, идите, От освобождайте. кооператива озера. От кооператива озера. И он Мечаву Кучуа, Бамбу тоже себе этим полковым мулой можете нанять. Он согласится. Ибраим, со связи. Можно мне вопрос спросить? Реально интересно на самом деле. Задать вопрос можно? Ну, тебе сейчас опять позвонят там. Ну, возможно, я не знаю, все может быть. Но пока не позвонили, Лейла. И мне реально интересно самому вопросы задавать. А то, что сейчас уже даже приписали мне вещи, просто смешно их оправдывать, как-то не оправдывать, короче, Конституция 92 года, насколько я понимаю, это одна из главных задач, целей, чтобы установить Конституцию 92 года у партии. Не установить, она законная конституция. Ага. А то, что вы там в кустах делали, это незаконное. Понятно, да. Я не не оправдываю. В смысле говорить, что кто мы, я сейчас, это уже смешно мне будет делать это. Так, чтобы установить или как бы вернуть, или как, где, что, как бы, куда ее вставить, как она, где и работать должна сейчас. Как структурно, логически и просто понять по-простому, куда, где и... Ты в свободном мире живешь? Посмотри, как эти конституции у них работают. Куда вставлять надо, там тоже увидишь. Ну, понятно. Те народы государства, которые имеют свою землю и свое государство, там они как бы работают, понятно. Сейчас у нас другая ситуация, поэтому я вот не интересуюсь, как в этой ситуации вы пришли к такому решению. Вообще нормально, что да, это на хокамандуек всему миру показали бы, что мы хотим. Они говорили бы, рассказывали, шариат, не про шариат рассказывали, ходили бы вы тут. Вам Европа помогла бы. Как помогла Грузии. Степ-бай-степ. В такой ситуации, и Бог куда-то, при этом... В данный момент, в данной ситуации, как его... Данная ситуация была куда? То, что у нас нету, то, что мы не на своей родине, у нас нету земли, не на своей земле сейчас. Да. Он спрашивает, является ли вашей целью, основной целью, это Конституция 92 года. Типа, и душу самую. То есть... Реально его интересно. Я сейчас не пытаюсь кого-то раскрутить, какую-то позицию отстаивать. Мне реально интересно, потому что я объективно хочу понять, не пытаясь оскорбить или и так далее. Можно ответить на вопрос, этот вопрос? Да. Я отвечу на этот вопрос. Я тоже пару слов потом этому степ-бай-степ хочу сказать. Всех целуешь по очереди. Это первый, Стоик, Вистел, потом Мики, Столита, Штат. Пара, ты столишь. Ввиду того, что наша республика находится под оккупацией Российской Федерации, эта конституция де-факто является нашей основой нашей государственности. То есть, если наше государство оккупировано, то конституция не может быть, жить по этому закону, так как территория оккупирована. А конституция, она де-факто, это основа Чеченской республики Ичкерия. Вот это вот фундамент, который заложили наши предыдущие поколения. Это не значит, что если мы не можем воспользоваться нашей конституцией, то мы можем воспользоваться Низамом Шазамом. Правильно? И короткий ответ. Ну, Сэна, что?
Но это у меня причины действия и неубедительно. силы, на Давайте которые направляют. убедительнее. Я понял. А? Подождите, сихаться лучше, ну, каждый выскажется. Просто Мика, ты тоже по этой теме хотел? Нет, я вообще-то не по Конституции хотела сказать. Этот степ-бай-степ сказал, что Закаев противился тому, что происходило в Чечне во время шариатской республики. Просто хоть одно Нет, я не это сказал. Я хотела услышать. я не про это говорил. Хотя бы одно. Что? Я не это говорил, Каким образом он был против этого всего? Вот просто не Марат это. Кавказ, там был вопрос, и Марата Кавказ. Создание вот этого проекта, который откуда-то кто-то принес, кто-то пытался продвинуть проект Имарат Кавказ. Вот это я говорил. Да, и Марата Кавказ вы взяли, развалили Чеченскую республику Ичкерия. В 97 году и изменения счет. Иди, у вас есть хвала, иди, кота с Яндарбиевым, сколько их человек было, как они подлог сделали, как они суды заменили на шариатские. С этого началось, это концерты ваши. Потом началось воровство людей, продажа людей, журналистов. Короче, ответа я так и не Да ты вообще не слушаешь ничего, что тебе говорят. Освобождаешь вот это. По Европе. Леха, всех мало. Вот этот вопрос, который Мика задала, мы его чуть-чуть отодвинем. И сначала вот на вопрос заданный степ-бай-степ. Он спрашивает, основная цель ваша, это Конституция 92 года, что ли, Бахти? Альберт, вы что ли? На что тратятся силы, если есть какие-то желания что-то сделать, его, как я понимаю, есть желание что-то сделать. И вот на какие действия тратятся силы, и с какой целью, и какой конечный результат, как бы, если есть, то, примерно, вот, мне интересно понять, как это, куда это делать. Потому что мне трудно увидеть, что в данный момент, вот именно вопрос Конституции 92 года, он сейчас самый главный, и короче, это ни о чем, как бы, разговор вот в интернете. И куда, в смысле, что... Я продолжу свой ответ, если можно. Стоик всех мало. Дай договорить ему. Я не могу отключить микрофон почему-то, Ибраим. Это я буду ты? Сами, я сейчас выключу. Видимо, у тебя запотело там дисплей, что-то такое. Можно я тоже выскажусь? Да, что... Дело в том, что степ-бай-степ, вот и чеченское общество, чеченский народ, и мировая общественность, они все запутаны. Все думают, что мы чеченцы, начиная свою борьбу с 91 года, не борьбу, а просто проявляя вот это волеизъявление. Когда нас выкинули из Советского Союза русские, мы сформировались как государство, взяли курс на независимость. И вот этот весь путь, который мы прошли со всеми жертвами, то есть у людей, как и у нас, так и у мировой общественности, русские сложили вот такую вот видимость, как бы, что оказывается вся наша борьба – это не за свой самобыт, не за самоопределение, не за воля к свободному государству жить в нем, в цивилизованном вот таком государстве, обществе, в котором соблюдаются все законы, как бы соблюдаются все права и так далее. А оказывается, мы чеченцы. Свобода. Это важно договорить, да. Оказывается, мы с самого начала не понимали, что мы хотим. Мы сначала мучили русских сепаратизмом,
там всякими захватывали где-то в Моздоке вертолет, потом в Турции самолет захватили, потом какими-то террористическими методами. Потом у нас появились Гантемировы с самолетами и танками российскими, которые пошли против нашей государственности. Потом Лобазановы, ФСБшники у нас появились, которые за шариат топили с самого начала. Потом вот это вот друг с другом мы, короче, и друг друга мочили, оказывается, и народ мочили. И потом хотели всем руки отрубать и расстреливать, и шариат проводить. И в итоге, короче, всемирный халифат установить. Вот это в Сирии показали 4000 маджахетов чеченских, которые туда отправились. И вот эта вся картинка, Имарат Кавказ, то, что Путин говорил, от моря до моря, они халифат построят. То есть всеми вот этими, на всех этапах, всеми вот этими вбросами, всей вот этой дезинформацией Русня показала как нашим чеченцам самим, так и мировой общественности. Оказывается, мы вот даже не знаем, что хотим. Мы хотим шариат и халифат. И сегодня вот эту вот как бы программу, всю вот этот сценарий русского мира, мы, кто вменяемый еще остался среди чеченцев, мы не можем допустить, чтобы это действительно вот так вот как бы дальше продолжалось, пропагандировалось, расходилось в массы. И вот этот вот образ, чтобы он закрепился, мы не можем допустить. То есть мы должны объяснить, как и нашему народу, что который плюнул на все эти шариаты, им нахрен не нужны твои шариаты, халифаты, вменяемым людям. Когда-то мы к светлому будущему шариату придем, Бог, там им всякие эти идеологические люди, кто пострадал, кто там вот это в духовность ушел, им вот эти байки рассказывают, они на этом сидят. Эта вменяемая часть общества, она забила, грубо говоря, они плюнули на все вот эти шариатские движения. То есть они даже, многие не понимают, что наш народ абсолютно, как это и подобает, шаг за шагом, абсолютно по международному праву, по любому вот этому понятию, я не знаю, по всему, что угодно, по логике, все правильно начал свой путь и шел по нему, пока его не начали вот сейчас с панталыги сбивать. И вот это вот, если, то есть не разъяснить это как нашим людям, как нашему обществу, как нашим соотечественникам, которые хотят тоже участвовать в судьбе своего народа, хотят для будущего своих детей, вот это все, светлое будущее, но твои шариаты вот этих людей, твоих там друзей, тех, за кого ты там заступаешь, их вот это вот муть, вот эта идеология, они сбивают с толку, и люди плюют на это все, и международная общественность плюет на это все. Всем не нужно это вообще никому. И русские, получается, все, что добивались, все, что делали, это, оказывается, становится как бы, да, это вот так, кажется, и было, как русские говорят. Да, Вот да. это вот мы не хотим допустить. То, что раньше я говорил, конечно, спецслужбы это постоянно делают и продолжают делать, пытаясь очернить и с разных вещей, используя разные подходы, вот, пытаясь очернить и испортить, заразить и так далее. Чтобы, кстати, было более понятно, можно было это увидеть. То же самое сейчас как бы в Украине они что делают? То, что там нацисты, националисты и так далее, что Украина это не настоящее государство. Step by step. Они это то же самое делают. А теперь представь украинцы, которые действительно будут на себе свастики рисовать и говорить, да, мы нацисты, будем всех мочить, будем устанавливать нацизм во всем мире, Боже, и умный ждить. Если украинцы вдруг, короче, превратятся в полоумных дебилов и начнут полностью то, что над ними там годами русские пытаются
им прилепить, приписать, они вот начнут там выбивать на себе все эти нацистские свастики и поступать как нацисты, да, там бриться там на лысо, хайлы выдавать, и всех, весь свой народ пытаться, короче, еще призывать, там, мы нацисты, всех, короче, в этом мире, там, под себя подожмем, короче, мы самая гнядная нация, самая мощная. И теперь представь, если эти украинцы начнут вот так поступать, Зеленский там отпустит вот эти вот усы такие квадратные под носом, и налево или направо вот так зачесывать будет эту, и хайлы будет выдавать, то вот этот весь мир не то, что от него отречется, убежит, там все его пошлют куда подальше, и весь этот украинский народ. Ищите психологию, вы не понимаете Я человечество? вот как раз думаю, что такие примерно каналы и там чаты, и каналы в YouTube и Телеграме есть, которые вот примерно то же самое риторику Нет ведут. никаких, Вот смотри, риторика такая же, примерно, вот и твоя как раз риторика твоих этих шариатчиков, она такая и есть. Просто вы такие, вы хотите, знаете, что делать? Вот все, что я сейчас описал о украинцах, представь, украинцы, хайлы там воздают, мы нагнаться, это превыше всего, туда-сюда. При всем этом движении, при всем вот этом движении, среди украинцев появляется вменяемая какая-то группа, микрофон выключи на секундочку, появляется вменяемая какая-то сторона, да, которые не за этот нацизм, которые не против государства, которые не поддерживают их. А вот эти нацисты им говорят, почему вы хотите, чтобы о нас думали как о нацистах? Почему вы, короче, не хотите единства с нами вместе? Почему вы от нас как бы пытаетесь абстрагироваться? Почему вы, как и русские, нас нацистами называете? То есть недовольство начинают эти нацисты проявлять. Вот точно этим же ты сейчас занимаешься, вот таким чем-то, понимаешь? Не абстрагируйтесь от нас, не называйте нас такими, мы не такие, как вы думаете. Если вы не такие, вам и говорят, слезьте с этого дерьма, слезь с этого русского дерьма, который тебе это наклеивает. Быть вот этим шариатчиком, быть дебилом, радикалом, установителем Коранов, суннов, установителем халифатов. Если ты хочешь за чеченский народ, если ты хочешь, чтобы мы тебя поддержали, чтобы мы вместе, там какое-то у нас согласие было, единство, ты должен слезть с вот этого дерьма, который тебе русские наклеивают. Вот ты хочешь нас, наоборот, поставить туда под русский вот этот нарратив, чтобы мы под этот подписались собственноручно и ставили под вот этот вот, ярлык, который нам они наклеивают. Нет, мы туда не полезем. Либо ты оттуда вылезай, либо ты нацист. То есть в нашем случае, либо ты шариатчик, халифатчик. То, что ты вот называешь русской, вот это, как, так называемое дерьмо, как ты называешь, результат вот этого, что они вливают дерьмо и создали дерьмо и так далее, это, насколько я вижу, вот это вот здесь, в интернете, вот такие чаты, которые рассказывают про такое, что вот такое есть дерьмо. И это увеличивают и все больше и больше об этом говорят. Вот результат работы русских спецслужб. Именно что... видишь, ты хочешь быть нацистом, грубо говоря. Что я делаю для русской пользы. Образно, ты какой-то украинский нацист, о котором русские говорят, и ты стал им наконец-то. Ну, из-за того, что вот они создали ты не хочешь перестать быть, ты не хочешь переставать быть нацистом, ты не хочешь переставать быть нацистом, а хочешь миру сказать, что я хороший нацист, у меня самый правильный нацизм. У меня самый правильный нацизм, и ты хочешь тем, кто тебя потом критикует, от тебя абстрагируется, как от нацистов, сказать,
Нет, это видите, это вы нас называете плохими нацистами. А наш нацизм, он хороший, он самый правильный, он самый по-шариатовски, короче. Розовый шариат. Да, да. А А так можно мы не наводящий будем вопрос? это играть, нам неинтересно, понимаешь? Или Андрей, ты отказываешься от нацизма, и тогда, конечно, мы в одной лодке, одни друзья, мы понимаем друг друга, за что мы вместе, короче, стоим, отстаиваем. А так, если ты какой-то нацизм, чужую русскую идеологию хочешь, и на этом посидеть, на русской идеологии, и нас еще туда затащить, то там ты извиняй. наводящий вопрос можно человеку дать? Бяхмубила, а как я должен отказаться от этого нацизма, так, в смысле, который ты говоришь? Что Наводящий вопрос можно? Вот Не здесь. ссылать его в сказать и политику. отказаться от Нацизм, своей несли в веры? политику. В смысле, вот это мне Верь в нужно него сделать? сам, исследуй в него сам. Как Свобода, можно свобода, делать? свобода, всех мало. Вот самое нормальное. Что это значит отказаться от нацизма? Так, Нет, условно. нет, Я должен не знаю. отказаться, в смысле сказать, что я не мусульман, отказаться от своей веры. Нет, Вот это нет, должен сделать. нет, Я Адукла, или что? нет, так, БСТП, Ожинца, я как думаю, живешь на Западе. Ты отказался от своей веры на Западе? Кто-то тебя принудил отказаться от своей веры на Западе? Нет, и так как... Ну. Так в чем проблема мне твоя, всё равно что у тебя? Но мне сейчас все равно говорят, чтобы я отказался от нацизма. Снова вопрос. Вот я говорю, что Окей. это все происходит в интернете. Вот это что... Тебе говорят отказаться от нацизма, потому что это плохо. Это есть пример тому, что это плохо. Пример реалити особо нет. Плохо то, что в Германии Хилл-Хамахаман, они за эту нацизм пострадали. Во всем мире их угнетали, репарации платили. Мы это все знаем. Сундия Бог, тебе пример просто утрированный привели с нацизмом. Прямо отдать. Но от этого никто не отказывается. Есть факт, что это плохо. Закончил. Вопрос наводящий вопрос, наводящий. Наводящий вопрос задаю, чтобы закончить свою мысль, Ибраим. Давай. У тебя вопрос себе, step by step. В 96-2006 году шариат дарит сахвай. Да, вот, посмотрите. Вот хороший вопрос. Я, опять же, как бы сколько я не повторял, что я не являюсь официальным лицом, некомпетентен, но все равно я понимаю, мне уже смешно, когда я читаю или слышу, что я, оказывается, продвигаю там какую-то идеологию. Насколько я понимаю, после войны как государство, которое было, в смысле, после войны, власть, которая имела, пыталась восстановить государство, те легитимные люди и представители, вот они какие-то принимали законы, и после войны оказалась легитимная такая у нас власть. Нет, ты мне ответь на вопрос. Обвинять. Я вообще, мне просто стыдно, когда слышу, когда вот сейчас их надо мне обвинять. Ты можешь сказать нет, ты можешь сказать нет или да. Шариат, который у нас был дома, он был шариатом? Нет или да, Алица? Не размазывай. Какой шариат? Там какие-то были вещи, и что хорошо, вот и что был какая-то форма правления была. После войны пытались восстановить государство. Те легитимные лица, шура, которая была установлена, она занималась какой-то работой и пыталась решить. Вот кто, принимая законы, это были на тот момент легитимные власти. И что, в смысле, на каком основании они были легитимны? О чем ты говоришь? На каком законе они были легитимны? Легитимны шариатские суды. Ну, вот, мне просто очень неприятно даже слышать, что когда обвиняются, или даже мне предлагают обвинить тех людей, надо было... Эти не были легитимные люди. После войны, которые оказались у власти, люди, потому что они были во главе сопротивления, во главе наших войск. Вот они на меня это не работает.
Степ-бай-степ. На меня это не работает. Воевал, не воевал. На меня это не конечно, работает. потому что Если он воевал всюду, где я он не хочу воевал с его с точки зрения ради Аллаха, не ради меня. Тут я ни при чем. А если он воевал, он сам говорит, я воевал ради Аллаха, не ради тебя. То есть, так что не накидывай на меня. Значит, их действия, их попытки, они были неправильны. Бог, хадиса, шариат. Но они пытались, но это было неправильно, Бог. Не получилось у них, так? Я этого его не говорю как раз таки. Я не как считаю ты можешь себя, не говорить? Мы с тобой свидетелями были. Я считаю себя компетентным и вообще какое-то иметь право что-то говорить на людей, которые были тогда у власти. Та же Шура, которая какие-то дела. И это я вообще не имею себе. Как я, наша с тобой разница. У нас проблем, которые нужно решать. Но я В этот сейчас я не период вижу, был что у эта власти проблема пытается решения. Кадыров Ахмад Паш был тоже у власти. Не забывай про него тоже. Ну вот, говорю, ты сегодня оказался у власти, ты бы тоже это... Освободяешься, чек дахты тушар хабар. Хо компетентный вас, ты не знаешь ни о чем. Вась нюха разница, я компетентный, он ногче чорду суд садала. Я имею право критиковать. А сонде Бог, вайцах илду шариат. Ты говоришь, освободя, не спрашивай, я тебе отвечаю. Ты говоришь, там кто-то пытался, старался. Я тебе, кто это был? Не Закаев ли это был в правительстве, который пытался это сделать? Закаеваться, или это сегодняшний Закаев, не тот Закаев, который тогда был? Хичма, он что, переродился? И что, какой, в смысле, вывод? И что, Таха? А вывод то, что он в свое время... А вывод, да, не хочу сказать, утверждаю, что Закаев в свое время совершил преступление, подменил. Или пошел по поводу... Те люди, которые победили и отстояли независимость, которая наша самая главная цель была, фундамент, на который мы пытались... Эти люди, которые отстояли и были у власти, они, значит, вот по твоим словам, они все были преступниками и все... Они ничего не победили, они пошли против государства. Освободяешь, когда мы перескакивали с одного рутку, как Закаев отстаивал эту независимость освободящей. Уходить, но это оценка. Хаверза, в то время от того, что они воевали, где-то там в кустах сидели, изменили Конституцию, они для меня не герои совершенно. Я гражданин Чеченской Республики Ичкерия на основе Конституции 92-го. Значит, главнее, компетентнее и легитимнее. Ну, каждый вот так в интернете считает себя самым главным и самым умным. Ну, конечно. Да, но вот здесь логика очень сильно просматривается. Я не могу считать себя гражданином своей В родины. кустах, да, в кустах. А Малдас в кустах оказывали люди, эти были и в кустах. Свобода отключать мой степ-бай-степ. Вот это это обидно вот это слушать такие вещи просто. Тойза там упустил очень момент такой, где не довел свою мысль до конца. Вот ты где-то сказал, что а мне что, не быть теперь мусульманином? Вот эту вот мысль повтори опять, что ты имел в виду? Ты сказал, чтобы отказаться от нацизма, от Гаска, то, что вот, как я должен отказаться от нацизма, в смысле, если, ну, это, я понимаю, такая аналогия, в смысле, примерно, но в данном случае, с этой аналогией, в моем случае, я как это должен, в смысле, отказаться от этого нацизма, который меня заразил, которым я болею? Поэтому Тойзен у тебя спросил, ты проживаешь в цивилизованном демократическом государстве, правовом, вот сейчас, в данный момент. Ты сейчас отказался от своей религии там, что ли? Алейла, нет, в смысле, его, где здесь вообще, как логически можно рассуждать о каких-то вещах? Кто-нибудь принуждает тебя отказаться там от религии, ислам, чтобы ты
зикры делал, чтобы ты под Öля косил или что-то такое, чтобы подобное, чтобы ты знал. Либо ты почему ты не отвечаешь на вопрос, который я тебе задаю? То, что, как я должен отказаться от нацизма, который меня заразил российская власть? И вот та грязь, как так вот, называемая вот это... чтобы понять, что ты конкретно имеешь в виду, нам Я с тобой понял, нужно... можно я отвечу? Нет, Вот я это я спрашиваю то, понял. что ты Хорошо. говорил, что мы Стой. все заразились вот этими русским, грязью, там, Да. дерьмом так называемым, и нацизмом, если это аналогия такая. Я поэтому спрашиваю, как я должен от Позвольте мне этого ответить. отказаться? Я отвечу Ты конкретно. призывал, чтобы мы отказались от этого. Вот мы предлагаем отказаться от Второй свободы раз убеждений, мысль сбить вызывать мои. в правительство и в государственное устройство. Вот в чем твой отказ должен быть состоять. Не отказ от своей религии, от своего вероубеждения, а отказаться сувать его мне и навязывать его мне. Вот и все. Домовой, степ-бай-степ. У тебя микрофон просто, ты не выключаешь, выстрел что-то, тебя поэтому здесь выключают. Меня что-то замыкает, когда выключать пытаюсь, не Дело выключать в том, пытаюсь. что там твой вопрос, он вообще неуместен, потому что ты, проживая в демократическом правовом государстве, ты же сам говоришь, что ты не отказался от своей религии. Точно так же в Ты помнишь, чеченском демократическом... твою речь, ты помнишь, что Я ты тебе говорил? объясняю. Точно так же в чеченском правовом демократическом государстве тебя никто не принуждает отказываться от своих религиозных убеждений или религиозных молитв, обрядов и так далее. Откуда ты это вообще взял? Просто вот как стоит говорить, Что я если взял, ты... Алил? О чем ты? Да, как стоит говорить, здесь речь идет о том, что ты хочешь свою идеологию привести, поставить во главу государства официально и навязывать с вот этих вот позиций людям вот это вот дело, понимаешь, свои шариаты, вот у тебя свое какое-то понимание о Боге, у тебя своя акида, манхадж, какое-то представление, на котором ты стоишь, да, и ты хочешь это всем людям навязать, всему чеченскому народу. А чеченский народ, он разнообразен, там плюрализм мнений, там вообще у людей разные понятия, разные, можно сказать, конфессионные вот эти отличия верований. То есть чеченский народ, он, и среди него, среди нас могут быть и не мусульмане, среди нас могут проживать и люди других национальностей. То есть вот это то, что ты хочешь привнести, вот эта идеология, вот о чем мы говорим, вот что такое это нацизм, понимаешь? Вот это вот то, что ты хочешь установить в качестве государственного устройства, исламское государство, шариат, Коран и Сунну, вот это вот недопустимо, об этом тебе говорят. То есть вот это и есть, что русские всему миру, это то, о чем русские всему миру говорят. Он step by step исламист, то есть он хочет установить шариаты, халифаты, отрубать руки, головы и так далее. И степ-бай-степ стоит и говорит, да, я хочу, только он неправильно говорит. Мои отрубания рук и головы, они не такие, как вы подумали. У нас есть государственный отдел по религии, вот там самое правильное отрубание голов и рук. У нас вообще это все четко, самый правильный вариант ислама у нас, Боже. То есть ты думаешь, что ты, оказывается, всех надурил, а получается так, что ты полностью подтверждаешь, что о тебе, как тебя преподносит русский мир, мировой общественности. И когда Закаев провалил вот этот вот экзамен, да, с Джалимусом, где тот ему четко разъяснил, после украинской вот это вот освободительной борьбы, после войны, русско-украинской войны, чеченский вопрос обязательно встанет на повестку дня, но вам надо вот так и вот так. Именно по вашему закону государственному. У вас прекрасная конституция. Как раз таки эти шариаты всякие, это и есть то, что сегодня Путин через Кадырова там в Чечне установил, 1500 мечетей сделал. У вас все права, все соблюдаются в Конституции. Вот
И этот экзамен Закаев, он провалил. Он говорит, не, чувак, ты извини, ты не знаешь правильно шариат, у нас есть вот здесь отдел по религии, он знает правильный шариат. А то, что там до Второй войны было, это была пародия на шариат. То есть этот человек провалил экзамен. То есть он не прошел этот экзамен, он показал, что он стоит на позициях шариатских. То, что мы с тобой аналогию провели, нацисты, вот, русские же говорят украинцам нацисты. Украинцы прошли свой экзамен, они отрицают абсолютно нацизм, у них президент сам еврей по национальности. От них нацизмом и духа нету там нацистского. А вот эти вот твои, эмирши, твои кумиры, они провалили как раз таки все это, и они показывают, что именно то, что они русские говорят, то, что они русские говорят, они как раз таки это подтвердили. Просто они говорят, они хотят и нацизм, чтобы у них остался. Вот украинцы, если бы аналогию проведем, вот украинцы говорят, да у нас неплохой нацизм, вы просто не понимаете, и всему миру потом объясняют. Посмотрите, как хорошо быть нацистом, вот смотрите, это тот, о котором вы знаете, гитлеровский, он неправильный, вот наш вообще, просто вам всем очень приятно будет от нашего нацизма. Вот такая вот бурда какая-то, да? То есть в эту бурду, в эту игрушку никто не собирается играть. Цивилизованный мир это играть не будет. И с украинцами тоже не сыграл. Вот я не знаю, почему я власти на власть. В принципе, чун из Кабашкета цахет, вот сумно шягу, дадуючинах, но я думаю... Позвонили мне. Я думаю, все-таки другие зрители, им более... будет понятно, да, о чем речь идет. Он инструкцию должен принять, наверное, дальше, что же спрашивают. Такие же загоняющие в тупик вопросы давать. Не, Мали. Просто Шайдекшен объяснить Дин, вот ты ему объяснил, он говорит, а мне что, от своей религии тогда отказать? Да не отказывайся от своей религии. У меня простые вопросы, когда я задаю, вот такие я ответы слышу. И я понимаю, вот насколько хорошо работают российские спецслужбы, когда они вот такую грязь и путаницу. Вот эта путаница как раз и когда начинаешь слушать и уверовать в российские спецслужбы путаницу, вот такой вывод, вот такие вещи становятся. Как раз таки это, ты по аналогии, если с Украиной, Бяхмабилой, с Украиной, они должны были бы, чтобы доказать, что они не нацисты, и они еще должны были вот отдать территории, которые Луганск взяли, Донецк и так далее, Крым и так далее. Вот это чтобы вот пропаганду российскую, чтобы оправдаться, в смысле, чтобы показать, что они не такие, какие их описывают. Им еще нужно было отдать вот эти территории и так, уйти работает с позиций, проиграть войну, короче говоря. Вот так, чтобы доказать, что они не нацисты. А нам то же самое, вот в нашем случае. Да. Вообще, вот смотри, вот здесь в европейских странах проживают тысячи чеченцев, мусульман. И не чеченцев, и турков, и всяких боснийцев, и других национальностей, Бангладеш, Пакистан там, и так далее, афганцы. И вот на территории Турции, также в демократическом государстве, построенном на национализме Ататюрка, и там проживают тысячи вот так мусульман, миллионы даже. То есть эти все люди, ты у них спросишь, вот как и ты, они абсолютно, государство, они там исповедуют свою религию, они молятся куда хотят, они полностью, в отличие от Чеченской республики, там ты, правда, не будешь иметь такую возможность, там та религия, которую тебе русские приказали, вот так она, короче, там, ну сейчас оттуда тоже муллы заходят, и они тоже говорят, что ваххабизм это не проблема, кажется, шайтана это не проблема была. Но не в этом суть. Имеется в виду, в этих государствах демократических везде проживают мусульмане. И ты сейчас, когда мы
И ты, когда мы провели сейчас аналогию с Украиной, ты нам говоришь, что якобы мне отказаться от своей религии. Ну, ты меня извини, если твоя религия, она особая, отличается от той, которую люди здесь исповедуют, и твоя религия, например, предписывает отрубить мою голову, рубку там Стойка, забросать камнями там Альберта и так далее, то ты уж извини, вот такую религию над себе экспериментировать мы не собираемся тебе давать. Тут уж в таком случае, извини, с такой религией, мы тебе в Афганистан билет купим, бисмилля, даже еще можем тебе там рюкзак приготовить, там, я не знаю, узелок, и туда тебя отправим, там ты можешь и руку, чтобы тебе отрубили, и камнями закидали, и много оттуда всего этого поступает. То есть вот так вот, только так это можно как-то договориться. А так, чтобы ты нам это принес, да, тем более там, сам живя где-то в процветающей, цивилизованной европейской стране, чеченцам попытался вот эти шариаты установить, вы уж извините, ну, мы не согласны с этим. Цель Понятно, всего Ибрагим, диалога и понятно, вопросов. да, как бы не вижу здесь смысла. Самодела, есть ребята, самодела. Но степ by степ, подожди немножко. Насколько я понял, делаю выводы, цель всего диалога и твоих вопросов заключается в поиске изъянов того, что говорит ЧДП, да, допустим, найти там какой-то изъян и его вывести наружу. Как мы видим, ты изъяна не нашел. И теперь выложи свою концепцию, какую ты видишь будущее государственного устройства Чеченской Республики, такую, как соответствующую Шазаму, Низаму, или у тебя свой вариант какой-то? Ответь, пожалуйста. Кстати, вот этот вопрос у меня тоже. Не ответив на мой конкретный вопрос насчет основной Не слышно. Как я говорю, не ответив на мой простой конкретный вопрос, что-то барахлит в этом, постоянно у меня выкидывает микрофон, выключается. Но тот мой вопрос конкретный... Мы можем до утра отвечать на твои вопросы. Конституция 92 года, вот в смысле, все силы направляются на то, чтобы она существовала, и она имела как бы место быть. Вот этот мой вопрос был, как это структурировано, как это должно стать, как это должно быть. Я могу еще раз ответить. То есть для осуществления законности, то есть законности все это существует уже де-факто, априори. От того, что территория занята. Это не значит, что Конституция теряет свою законность. Как только будет территория, на которой мы будем восстанавливать свое государство, Конституция 92 года будет осуществляться. Все законы и права граждан этой республики будут, соответственно, осуществляться по этой Конституции. Это ответ? Хорошо. Какие-нибудь, как это, в смысле, вот слова интересные я услышал. А где это происходит? Как это, в смысле, государство? Это в Европе сейчас мы должны это такое построить? Да, смотри, это в Европе. Вот сейчас силы, которые это добиваются, в этом направлении работают. Да, слушай. Мы низам в Европе будем устанавливать. Низам. Ну вот такие ответы, да. Чеченская демократическая партия ведет свою деятельность в соответствии с Конституцией 92 года. Чеченская демократическая партия ведет свою деятельность политическую в соответствии с Конституцией Чеченской Республики 92 года и добивается политической борьбой своей независимости. Эта деятельность заключается не только в освещении, как Ибрагим говорит, или просвещении. Мы ведем чисто политическую борьбу, на примере, как с тобой сейчас, на данный момент.
на основе Конституции 92 года. Уже де-факто идет борьба, уже де-факто идет работа по Конституции. Например, с тобой. Ну, ему, в То есть принципе, с это в самого Европе сейчас начала, мы, да? Мы сейчас в ему с Европе самого должны... начала было Я не понял, отвечено, де-факто. тебе было отвечено с самого начала, что то, что вы вот это замутили всех наших соотечественников и мировую общественность, это не соответствует действительности. И Чеченская демократическая партия своей просветительской работой, своей политической работой пытается и будет пытаться все это восстановить, то есть все поставить на свое место, как и подобает по закону нашей Конституции, а не так, как ты захотел, или в кустах кто-то собрался, захотел, или твои эмиры, или ваши отдел по религии, какой-то ваш айлам, какой-то ваш имам из Египта или откуда-то, из Саудовской Аравии. В эту игрушку мы не Головы еще собираемся. я отрубать должен, да, я в смысле, еще вот это, головы, руки я как бы отрубать параллельно. Да, и это, то есть мы, Это вот не смешно наша играть, когда ты сам говоришь, тебе самому не смешно вот эти вещи. основа нашей, вообще нашей государственности, основа нашей деятельности, нашего государства, нашего народа, она зиждется на Конституции 92 года, в отличие от вашей идеологии, которая зиждется на основе низама, Корана и Сунны, той версии, которой ваш имам из Саудовской Аравии, Египта или где они у вас находятся, на Лубянке, я не знаю, не на основе их каких-то выводов религиозных, а на основе Конституции, принятой чеченским народом, которую ты можешь в любое время взять и почитать, что нам можно, что нам там не можно. Так, Оме Хаеши, был Телеграм ладу хархой, Ютуб ладу хархой, уже за этот, за регламент лаявой, дисахтал шоу Хаеша, там его время от времени через него сюда вопросы задают, но это ничего, это тоже нормально, поэтому он там выходит, заходит, но уже и так достаточно ему посвятили мы часть этого эфира. А кто-то, если хочет высказаться, что она как бы дает что такой комментарий, что-то такое. Если нет, то на сегодня закончили бы. И, как всегда, в субботу, теперь уже с 20, потому что ночь сейчас удлинилась, день укоротился, в зимнее время на носу. И вот с 20 по 00 по Брюсселю у нас эфиры проходят. Короче, вот для информации вот так как-то, если Анна Федаканна Умадеца, Артания Наирзуэй, я хотел Берктиэл, надеюсь, что мы и как бы скоординируемся вокруг вот этого дела общенационального, чеченского, потихоньку разъясним, расставим точки над «и». Все вот эти вот религиозные, идеологические вбросы тоже не дадим себя через них облапошивать и как-то все-таки выработаем гражданское общество, политическую силу, которая будет как бы бороться за самобыт чеченского народа и за деоккупацию, за привлечение к ответственности всех русских преступников, ну и так далее и тому подобное. Másnap maszándőrés hozzálátszanak a dolgnak, jak to bylo musel másnapra. Стоик, доволі и что вопрос правильно поставить туда и микрофон я и не сич что дик хазарвар ходу. И ты критик, Арон, действительно, у тебя нормальная мысль, нормальная как бы риторика, нормальные вопросы, нормальные мысли, но они, к сожалению, не доходят 100%. И elnök mikrofon dikülső jó elnök homadácsú, és szamosztus játszani, beszélni, ezt is.
Masu masu an ta da biyar kare adikun. Adegani.